Всем привет! Мы сегодня начинаем проходить Resident Evil 4. Ремейк у нас вышел буквально таки вчера, 24 числа. Сегодня уже начнем проходить. Так как это Deluxe Edition, у нас будут бонусы. Ну, магазин бонусов-то ладно, модели наброски. Где-то тут у нас были костюмы, по-моему. Это не то. О, костюмчики. Костюм Леона. Серьезно? Он похож на Devil May Cry, по-моему. Данте, это ты ли? Ну, это, по-моему, перебор. Такое ощущение, то, что этот... как же она, игра-то? Plague Tale Innocence, по-моему, да? Содрали шкуру. О, ну вот это вот прям вообще пятый Devil May Cry. Ей, кажется, вернули 2007, да? Ебать, не. Забавно. Ну, тут всякие испытания. Это ладно. Все, поехали, короче. Основной сюжет. Дополнительно это что? А, вот, костюм Леона, да? По умолчанию. Герой, это значит вот такой. Злодей. Повседневный костюм. В пилоте. И романтика. Нет, пожалуй, мы просто по умолчанию. По классике пойдем. Аксессуар Леона, темные очки. Угу. Повседневный костюм. Ну давай, пусть он в таком бегает, как в костюме бедовки. Фильтры. Герой. Злодей. А, это будет в течение всей игры такие фильтры, да? Оригинальные звуки и музыка. Ладно, я хочу вот посмотреть, что же все-таки у нас, какие изменения привнесли. Давай, новая игра. Обычный режим. Оригинал у нас выходил в 2005 на PS2, GameCube. По-моему, Nintendo Wii еще. Ну и ПК, естественно. Так, дополнительная карта сокровищ добавлена к вашей карте. Теперь на ней отмечены тайные сокровища. Но это же не Эшли. Это ее подруга, мне кажется. Все, зарубили. Но это явно не Эшли. «30 сентября 98-го. Я не забуду этот день. Чем заканчивалась вторая часть? Тогда я перестал быть копом. Ракун-Сити стерли с лица земли. Было Из-за дело. биооружия, созданного Амбреллой. Я сумел выбраться, но тысячам повезло меньше. Да, Константин. Как Потом ваше ничего? меня позвали в тайную правительственную программу. Выбора не было. Тренировки, тяжелые задания. Я едва не погиб. Угу. То есть он Мне вместо хотя копа бы стал помогали этим отвлечься. спецагентом. Хотел бы я забыть события той ночи. И ту боль, Что тебе, печально? хотя бы на миг. Теперь все будет иначе. Я уверен. Эй, сальса! Мексика здесь. Скажи мне, Янки, Янки go что home. ты забыл в этом жутком На месте? душе. Просто невероятное захолустье. Ты перешел на темную сторону сил. Ищу кое-кого. Предлагаю Наверное, очень похмелиться. важный кто-то, да? Шеф лично Только отдал чуть приказ, попозже. сказал, помоги ему. Ну, вы в такую даль явно не на пикник поехали. Что, на пикник? Странные у тебя шутки. Я тебе раскрою один секрет. Шутки минут. Только между нами.
Тут частенько пропадают люди. Это началось еще черт знает когда. Я понял. Значит, для вас это просто серые будни, да? Вон на прошлой неделе искали здесь пропавших туристов. Уверен, вы постараетесь мне помочь. Короче, Леончик, Макарончик едет у нас Эшли спасать. Ну, так и было, в принципе, Так, в сюжете, ну вроде в прибыли. оригинал. Зов природы. Пойду отолью. Сейчас. Кефрио. Ну и холодрыга. Барентеро? Ты бочку пида выдал? Курить будешь? Есть курить, ёпта. Ваеситио Мастетрика. Да, согласен, мрачноватое местечко. Чем-то прям антураж напоминает седьмой части. А я Начало. Кто это такой? А, это статуя. Так куда он ушел-то? Окей. Что-то он там не торопится. Провалился. Так он вообще Слушай, куда-то ушел. Может, сходишь, посмотришь, что с ним? Не, ну если ты пошел пасать, вернись в машину, да, как бы? Или Я сказать, побуду эй, тут. чувак, я пойду посмотрю, А то что еще там. влепят штраф за парковку. Помогли, нечего сказать. Мехата соболиная у нее. Ну, вот, кстати, оригинал игры, он мне казался всегда, когда я его проходил его один раз, он мне всегда казался очень серым. Серо-коричневые тона вот эти вот, от них немного устаешь. Герцовка, значит, 120 у меня, но резкость мыши, в принципе, пока норм. Если что, можно потом поднавалить. Ну, пока вроде нормально. А, при желании можно и вообще на геймпад пересесть. По-любому она и так прокатит. Как бы игра не только же для ПК разрабатывалась. Да и вообще в целом оригинал скорее на консоли выходил. Так, ладно, побежали, что тут зырить. Не, ну молодцы, конечно. Молодцы, конечно. Графен. Прямо все отлично. И главное, что оптимизация игры хорошая. Я тут, кстати, много трупов включил, расчлененку. Оленька. Он это, как он, на рыбалку его мужики оставили. Будет этих опарышей разводить. Присесть. Кстати, да, я помню то, что в оригинале надо было по воронам стрелять. Жалко, сейчас пистолета никакого нету. Ну-ка, тут давай позырим что-нибудь. Ушечки, хуюшечки. Тут же были всякие секреты какие-то, я помню этот, какого. Драгоценности нужно было стрелять, там они на деревьях заныканные. А чё, пухи мне за Deluxe Edition никакой козырный не навалили? Видимо, пока рановато. Хотя, подожди. Это испытание, это ладно, дополнительно. Ну, тут только вот я тут пидовку Эшли сделал, короче. Ну, костюмчики, это ладно. А где пушки? Там вроде что-то я видел, две какие-то пушки были добавлены. Обучение, настройки. Не знаю, может потом как-то это все в чемодане появится. Чемодан.
Кстати, вот этот дом очень похож на дом из зловещих мертвецов, а в оригинале он заходил какой-то, ну, не такой жуткий, по-моему. Есть кто? Есть, блядь. Конечно, есть кто. Тут же кто-то живет. Ну, кстати, вот прям поэтому по геймплею очень похоже на вторую часть. Такое ощущение, что просто вот прям полицию из Раккун-Сити перетащили прям сюда. Ну, это хорошо. Мне вот нравится вторая часть, вот ремейк. Прям замечательный, прям вообще с копыт. А вот третья не очень. Могли бы и постараться. Ага. Тем более, если тут кто-то лампаду жжет, значит, мать его, тут кто-то и живет. Здорово, Альфа, Маршулис. Сдал сегодня видеокарту, ДНС, жду, когда отремонтируют. Ну окей, чё ж нет-то. Колышки кто-то вырезает. Что написано? Судный день грядет. Как в Терминаторе. Окей, я не против. Что это такое? Матрас одна штука, ссаный весь. Чё он грязный? Подожди. Он странно, он бегает, его что заносит, он бухой, что ли? Ну-ка, вот я тут пробежал. Нет, он просто типа а-ля спотыкается об объекты. Блять, че они тут рога сушат? Рога и зубы. Подожди, если они там все эти, как его, полумутанты с этим, как же оно называлось? Лос Иллюминадос, да, по-моему? Если они тут полумутанты, зачем им рога и копыта? И всякие черепа для устрашения? Что они с ними делать собрались? Давай, смелее, открывай. Надо с ноги. Хэш, кто в доме хозяин? Дорогая, я дома. А чё он на меня не напал? У него глаза краснющие, как у психопингвина. Простите, что я без спроса. 500 рублей стоит активация. 600. Без рубля 600. Бинуаки. Что там? А, сотрудника полиции, он здесь не проходил, говорит. Он на нее не обращает внимания. Они, видимо, поругались. Не хочет с ним больше разговаривать. Да все, сожрали его нахер. Опа. Дедуля-то с топором. Он с ноги, если ему свернул шею, то почему бы всегда ногой не пользоваться? Нога любимого не может сделать больно. Она как дуновение ветерка. Чё, ключик подобрать? Ну давай, ключ от охотничьего домика. Ага, то есть мы, короче говоря, в охотничьем домике, да? Охотник Себастьян. О, я помню, они, кстати, вот этой штукой, я знаю, то, что этот костер раздувает. Шух-шух. Как же они называются-то? Меха, ёпта. Или что-то такое. Бля, ну и дичь они жрут. Фу, Фу. ну и вонь. Ну и вонь. Согласен. А, кстати, ложечку надо вытаскивать. Можно, конечно, нахватить. Не, ну правда, за 600 рублей Deluxe Edition, который стоит 4 куска, по-моему, почему бы не взять? Что они тут? Кролик, наверное, да? Кролик, наверное, последний в этом сезоне. Печально. А где там куча патронов там и все такое? Хотя, наверное, это обычный, да, режим, блядь, и тут можно не рассчитывать на большой это. Национальная полиция. Марио Фернандес Кастаньо. Офицер. Кастаньо. Не, брак обнаружил, надо сдавать. Вот только вопрос, как они тебе с этим браком помогут. Горы боеприпасов, наверное, будут параллельно с горами этих, какого, уродов появляться. Так, давай-ка ставим ключик.
Я как Буратино просто. Ключом хожу. Так. Фонариус. Жути жуткие. Что это, гвозди такие? Кстати, подобные фигурки в ведьме из Блэр, по-моему, висели. Какие-то егеря какие-то живут, но. Как они отремонтируют, если только полностью заменят вертушки? Нет, они их просто могут почистить или, блядь, как-нибудь, ну, скажем так, на свою орбиту вернуть, если они там где-то что-то задевают. Не знаю, может где-нибудь что-нибудь подпилят, знаешь. Над фильмом, блядь, пройдутся. Я не знаю, чувак, как они будут поступать. Крысюка. Ну-ка, ножом ее. Где крысюка? В дырку удрала. Ну вот. Придется без крысы теперь ходить. Что это такое? Я не узнаю вас в гриме. Кто это? Кто это лежит? Пол хрюшки, наверное. Нет, для хрюшки длинноватая. Туловка. Кто-то еще по радио трещит, передают. Вашу маму и там, и тут передают. Эй, Тебя пиздаемого. Ну он точно все зубы. Вишни обожрался. Объелся и спит. понял? Что там у тебя? А и второго съели на. Да что за херня? Действительно. Что за херня? Так, контрольная точка. Выбейтесь из охотничьего домика. А нахуй ты туда залез, Володя? Тут вообще алтарь какой-то. А зачем они, кстати, если вот у них алтарь вот находится, книжки разные и все такое, зачем они тут грязного копа бросили? Подожди, я хочу осмотреть, что это. А, просто закрыть. Я понял. Но, кстати, во второй части, когда у тебя ты подходишь к этому полицейскому в полицейском участке, и у него там, когда челюсть вот так вся разворочена, смотрелось куда эффективнее, чем просто красные зубы. Вряд ли они смогут самостоятельно починить вертушки, если они их разрабатывают. Нет, они не будут этим заниматься, потому что это будет экономически невыгодно. Они тебе, ну, кустарным методом починят просто и все. Зачем им тратить деньги? Что это? Ну, типа, а если бы у тебя не вертушки шумели, а плата бы какая-нибудь сгорела, или этот, какой-нибудь, я не знаю, там, конденсатор какой-нибудь, и чтобы они там конденсатор этот заказывали. Нет, вряд ли. Да какого хера? Действительно, какого хера? Да, мужик, ты не дергайся, я на вас фотоохоту провожу. Ну вот. На-ка тебе. Нож в печень никто не вечен. Угу. Час от часу не легче. Кстати, нож тоже разрушается. Я вот вижу с левой стороны, ой, с правой. Внизу нож-то тоже разрушается. А где взять другой? В оригинале, кстати, у Леона-то нож не ломался. Как быть? Чем потом отбиваться? Ногтями, может? Грязными. Так я не знаю, а вдруг они... Ну, я почему, допустим, свою материнку не стал обратно забирать с ремонта, так как они там причину не нашли. Они могли просто подпаять какой-нибудь, знаешь, контактик отпаявшийся и все. А он бы через полгода там опять бы нахрен отпаялся. Или через год, когда гарантийка вышла. И все, ты не сдать уже не сможешь. Я думаю, что они все-таки будут пытаться такие вещи починить как-то на дому, знаешь. Хотя хер его знает, как эта контора там нормально работает или нет. Так, ну все, тут больше делать нечего. Там мужик ходит. А у меня патронов 5 штук. Может ему колено прострелите сверху ногой треснуть?
Попробуем. Такая механика работала, кстати. Ну-ка, дядька. Сейчас мы на нем эксперименты будем проводить. Вот, и... Херак, припечатали. А можно еще ножом ему. Ножом. Нормально. Чуть-чуть экономней. А так бы я в него залудил бы несколько патронов. Быстрей. Херак просто. Я как Рэмбо. Не знаю, что лучше, нож тратить или патроны. Патронов не густо. 3 штуки. На всех бы не хватило, кстати. Так или иначе, пришлось бы ножом с ними пинаться. Они сами как-то починят, я заберу, проверю по полной программе, опять замечу резко, опять им отнесу. Ну да, возможно, такое может быть. Если они раз... Не знаю, я бы попробовал как бы выбить сумму, выбить деньги назад и взять другую. Может быть, с доплатой даже. Почему бы и нет? А вдруг? Но если никаких неисправностей не будет, по идее ты им и предъявить ничего не можешь, обратно не сдашь. Хотя, по идее, ну видишь, у тебя тут время прошло. Если бы сдал сразу же. Так, я выйти отсюда не могу. Меня замуровали демоны. Так видишь, это что время какое-то прошло. Поэтому никак не выбить. Я вот сразу с материнкой эту штуку чекнул. Я как бы только материнку с магазина забрал, как бы не пашет. Все, отнес. Ждал месяц починить, как бы они сказали, проверяйте другие комплектующие, с ней все в порядке. Ну как может с ней быть все в порядке, если она не работала? Я такой, нет, ребят, давайте-ка мы так делать не будем. Я просто сейчас возьму и вам эту материнку сдаю. Вы мне возвращаете деньги прям тут на кассе. И я беру другую с витрины прям, которая работает. Вот и все. Вот проблема тут как раз у тебя во времени. О, трава у дома. Зеленая трава. Так, у меня 3 патрона, кстати. Так что придется им по коленям стрелять. Печалька. А чё мне никак не почитать никакую литературу там? Ну, в принципе, хорошо то, что записочками не душат, а сама. Тут какой-то спецагент Дуфи жил, что ли? О, Эшли. Курлык, курлык. Гнездо. Это Кондор-1. Это Гнездо. Ханиган, говори. Дочь президента, Орленок. Скорее всего, здесь. Какой Так орленок? разведка не ошиблась. Супер. Узнай, как добраться до озера. Возможно, она там. Поняла. Сейчас посмотрю. Скорее. С местными что-то случилось. Моих спутников. Там уже долбятся вовсю. Из Джонни. До связи. Бля, их двое. Их 3. Каждому по Не патрону. смею задерживать. О, вот это, по-моему, самое выгодное решение. Леончик, текай отсюда. Лысый меня запомнил. Я его тоже. А чё они за мной не прыгнули? Они что, типа, очень агрессивные. Идите к озеру. Нетушки. Нетушки, давай осматриваться. Подожди, а бочки можно ножом? Нет, слушай, а в оригинале можно было. Ты прям видишь бочку и ломаешь ее. А тут может быть не каждую, я не знаю. Но они, походу, переработали эту механику с разрушаемостью бочек. В бочках ты сейчас ни хера не найдешь. Это краска. Эта краска просто плохо покрашен этот мост.
Еще же помню то, что как-то на деревьях что-то выкруживали, тут и стреляли по гнездам, по птицам. Чтобы золотишко-то собрать. Драгоценности какие-то. Ну, они тебе, по идее, ничего и не должны особо объяснять. Ну, как бы не обязаны. Тем более, ты косвенно с ними связываешься, а не напрямую. Это как бы не техподдержка. Пресеты. Сколько? 100 пресетов я собрал. Вот. Они, значит, эти бочки отметили желтым, которых можно ножом лупить. Кто болтает. О, 12 штук. Вообще балдеж. Живем. Так, перезарядка. Ну да, классика. Перезарядка на R. 10 плюс 1. Ну это то есть дань реализму, да? 1 в стволе и 10 так, да? 10 в обоими. Понял, принял. Они за этой дверью по-любому. Так, давай. Бочку разбиваем. Сохраняемся. Порох. Ну, порох для крафта. Кстати, в оригинале у нас крафта не было. Но музычку оставили оригинальную. В меню изменить кейс добавлен новый кейс. В меню изменить кейс добавлено новое украшение. В меню хранилища добавлено особое оружие. Вот, накатили-ка наконец-то мне за Deluxe Edition делов. Изменить кейс. Подожди. А чем не отличается? Просто цвет, что ли, или что? Да, вместимость у них одинаковая по клеточкам. Разницы никакой. Ладно. Вот. Есть патроны, есть головолом. Ну, коробокс крутая штука, но опять же, есть ли возможность ей пользоваться? Ну, типа игры покупать и все такое. Так, а как повернуть предмет? О. Чик. Короче, мы сразу, наверное, да, все возьмем. Есть у нас характеристики пистолетика-то. Страж 9. Модифицированный пистолет для борьбы с биотеррористами. И универсальность и высокая точность стрельбы делают его надежным решением. А его можно тем же самыми патронами соединять? Ну, заряжать. Пистолет изготовлен специально для Леона. Он выглядит как обычный МУП, но каждый модуль был подобран вручную и обработан на станке для улучшения боевых качеств. Тоже интересно, его сидел обрабатывал. Так. Ну ладно. Давай сохраняемся, короче, посмотрим потом это. Чё? Нет, не буду я перезаписывать. Сменить оружие. Ага. Дробаш мне дали, короче. Крохотный. Такой, за стопочку. Патроны на них все-таки одинаковые. Давай вот этим попользуемся. Я думаю, он прикольный. Не так, чтобы очень. Качать мы все равно, скорее всего, к концу игры будем вообще другой пистолет. Там же у него столько было в оригинале оружия. Маузеры там разные. А другая ворона улетела. Жаль. Собаку съели. Он на этом деле собаку съел. Ай, блин, я ворону пропустил. Проворонил ворону. Прошу прощения за тавтологию. Что с ней? Порох, да. Я уже хотел как в Dead Space нажать, чтобы мне показали, куда идти. Так. Не, ну в принципе немножко изменили вообще в целом. По крайней мере, я не узнаю, как оригинал. Да, по-хорошему бы, конечно, вот этот пистолет разоружить.
а тот оставить. Короче говоря, мы без зарядки стреляем сначала этим, потом его вообще убираем. И пользуемся только тем. По идее, так логичнее будет. Я вот мух слышу больше, чем мужиков. Кстати, машинка как-то не очень прорисована. Ее, наверное, с этого, с 2005-го пригнали. Бросили просто. О, здрасте. Не, подожди. Коленки мне ваши нужны. Коленки, говорю. Херак. И ножом его. Так, один промахнулся. Старичок. Давай-ка. Бля. Тут надо еще четко в колено попадать прям. Зарезал его просто кортиком, запорол, как поросенка. Балдеж. Мне что-то в последнее время пороха только накидывают и все. Порох и патрон. Не, ну в принципе, что для крафта подойдет. Будем крафтить как следует. Так. Тут по деревьям-то ничего не висит у нас вкусного. Да, нет, вроде. О, капканчик. А ну-ка, стой. Меня чуть не этот, как оленя не поймали. Я могу это как-то разоружить? Или только стрелять по нему? Бля, ну сейчас долбануть в капкан, минус патрон. Но убегая назад, если что, я же могу сам в него вляпаться. Ладно, попробуем. Попробуем его не трогать. Здрасте. Ты выходить-то будешь? Уходи, подлый трус. Ну-ка, через текстуру его. А, по шее мне долбанул. Ах ты, падла драная. Короче, орудовать ножом тут такое себе. Это надо как-то пинаться. О, у меня куртка зашилась сама. Еще 7 патронов. Гранату дали. Дайте мину мне. Одну большую. Вкусную. Так. Создать. Да, это понятно. Да все, отвали. Так. Потом создать. Это прям я должен выбирать, что ли? Хорошо. Так. Вот так хочу создать. Я бы хотел себе еще нож создать, вот честно. А главное четенько считать патроны. 7 штук мне надо израсходовать, и потом пользоваться другим пистолетом. Кстати, где-то вороны рядом. Ну, приперлись мы в основную, да, деревню. О, сейчас тут люто будет, помню. Там что-то упал. А? На заборе голову висит. Бинокль, говорит, используй. Ну-ка. А как его? Мы только в определенных местах можем биноклем зырить. Масштаб меняя. О, второго копа, кстати, повесили. Ну, пожарили. Шашлычок. Как бы кетчупом его полили, что ли, каким. Ладно, насмотрелись. Может, куру убить? Куры. Так, ну по идее, что, надо по очереди их как-то выманивать, я не знаю. Ну-ка, мужик. Ну что ж. Что ж. Да, блядь, я даже никому в башку не попадаю. О, тихо, бабка активная.
Блять, он сам зарядился. Ну ладно. О, тихо, да, пинаем. Пинаем их всех. Освободиться. Пустите. Да, Dead Space до конца прошел, только побочки не делал. Так, подожди. Взять, надеть. Вот. Все, наконец-то он мне патроны все израсходовал тут. Бля, херово то, что у меня с ножом проблемы. Он почти кончился. Ну, отвалите от меня. Бабка. Ай, все, пиздец. Сожрали меня. Так, минус одна. О, активная какая. Бля, вот с вилами, наверное, не самый опасный. Херак двоих уработал. Бля, один там за спиной. Быстрей. Да быстрей. Сука, Леон еле ходит. Погоди. Стой, не то. Вот так. Вот, использовать. Как хилиться, блядь, одной кнопкой? Ни хера тут народу. О. Придется всю деревню сейчас выкосить. Бам. И мужик. Вот так. Бам. А вы не охуели ли? Сколько народу на меня напало сейчас? Просто жесть. Так, давай собираем все, что есть. Будем сжаться. Бабка. Стой, быстрей. Блядь. А все, я не успел. Отвалить. Да, блядь, да уйдите вы в жопу. Куда все бежали? Они убежали меня почти. Бам. Да, мужик. Твою мать. И все пиздюля собрал. Они нападают просто это какого. Просто всей толпой бесщадно вообще. Они там прям тебя давят и давят до последнего. Чё, сражение с группами врагов, не стойте на месте-то. Я бы с удовольствием, если бы они тебя в коридоре не жали. Вот так. Изначально пойдем. С хорошим пистолетом. Бля, вот как бы толпу эту все потихонечку разобрать. Мужик, не ори. Сейчас все будет. О, тихо. Подожди-ка. Сейчас мы к ней подкрадемся. Не оборачивайся. Оп. Бля, все равно нож кончается. Даже за это нож кончается. Слушай, ну тут прям по уму надо действовать. Стелса. Ёлки-моталки. А то прям нахрапом всю толпу не вывезешь. Они тебя просто задавят массой. Плюс они еще здорового подтягивают. Вообще труба. Вот того можно деда грохнуть. Бля. Подожди, а обойти-то можно? Нет. Так, подожди, а давай попробуем мы прям через дверь пройти. Оп. Бля, тут жалко окошек нету. Сейчас один неверный шаг, и они все просто сбегутся. Херово то, что к этому деду, если хочешь подойти, то тебя вот тот завалит. Он прям пасет сидит. Иди домой. Дед, иди домой. Бля, может они как-то расходятся, перемещаются. Они же не должны быть статичными, правильно? Коль такая пьянка.
Я попробую с другого фланга обойти их. А вдруг? Что они вообще особо не двигаются. Ну-ка, может куру завалить ножом? Что будет с ней? Что курицы дают? Понятно, ты еще поймай. Так, ну-ка давай в присядку. Тихо, бабка, бабка. А бабка куда пошла? Ага. Ну вот тот мужик с ведром прямо по одной и той же траектории ходит. А вот эту, кажется, можно поймать бабульку. Кстати, интересно вообще, как тут искусственный интеллект прописан. Где она? Все, пизда. Махараджа. Пошел замес. Ну-ка, ребят. Оп. Если они любят окружать, попробуем так их выносить. Прям вся деревня против меня. Так, а один куда-то туда делся. Нет? Мне показалось. Блять, главное в коридор не уходить. Вот так. Шлеп. Это мужик. Двинься. Да! Топором в голову. Так, нечестно. Бля, я могу там где-нибудь обойти? Да, можно. Так, подожди, не-не-не, разделяю властвую по-любому. Сколько времени у меня, интересно, до прихода большого дядьки с бензопилой? О, ее одну оставили. Вот так вот. Подохла? Нет, дорезаем, дорезаем. И убегаем. А, да идите в очко. Бля. Закололи меня, как поросенка просто. Сложно. Злые они. Попробуйте убежать из опасного места. Точно. А я-то думаю, что же мне делать? Меня спалили, что ли? А, нет, там мужика плавят. Кура, не пали меня. Херак. У нас еще до кроссовок, кстати, далеко. У нас вон морозы по ночам по 28 градусов. Так. Если ему в бубен стрельну, они все побегут за мной. Ну что ж. Что ж. Материалы какие-то. Отбейтесь от врагов. Легко сказать. Да, отвали ты нахер. О, минус бабка. Беги, Леон. Где в основном берут? Да, блин, просто похожу по городу. Что найду в магазине, то покупаю. Редко заказываю где-то. А мы тому досталось. Подожди, порежем. Бля, пизда ножом. Вот это, кстати, очень плохо, что нож ломается. Когда ты просто против орды бьешься. Эй, почему?
Да отвали нахер. Ай, стой. Управление есть у нас где-нибудь? Что-то вот. Настройки. Управление. Как у нас быстро хилится? Вот, вязка клавиш. Тин-тин-тин-тин. Подожди. Положение карты, это ладно. Приблизить. А где полечиться-то? Переместить предмет. Не то. Открыть карту, меню паузы. Разворот. Понятно. Ага. Это хорошо. Осмотреть, взять предмет. Ударить. Раз-два, короче, будем лечиться только через вот эту штуку. Только открываешь кейс и используешь эту штуку. Онлайн трейд. Я не знаю, что это за магазин. Все прут и прут. Так, я, наверное, зря в толпу прям побежал. Да пиздец тут народу. Что за жесть? Ну да, мне еще здоровенного не хватало. Там за мной человек 50 просто бежит. Еще и мужик с бензопилой. О, глаза какие злющие. Давай, 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 давай. Эта деревня просто очень оживленная, по-моему. Они, блядь, тут везде просто. Давай, Леон, быстрее беги. Я не успел. Я не успел до него добежать, чтобы по нему треснуть. Ну, рез, ножа-то нет. Поэтому только по патрону и лупить их. А не хотите показать, как меня бьют? Ну, сейчас он меня распилит нахрен, да и все. Блять. Почему в самом начале так много народу на тебя бежит? Чтобы что? Чтобы тебе пукан лопнул, я не знаю, подорвало его. Что за хрень тебе? Дают 30 патронов и 30 врагов просто в самом начале. Это жесть. По идее, только так и выживешь, наверное. Бежишь. Да почему ты ее бить не стал, блядь, мудак? Короче, бежишь просто. Стой. Бежишь просто и всех потихонечку выносишь. Вот и весь расклад. 2 патрона, блядь. Ну, вот смысл. Lux Edition. 2 патрона дают на дробаш. Не, может быть, конечно, и дробовик хороший, но... Вашу мать. Да сколько вас вообще? Так вот, тут и оно. Сколько вас вообще? 50. Пиздец, они весь коридор забили сразу же. Пошел нахер. Очень много народу. Да, блядь. Еще не каждому в лицо-то прилетает адекватно.
Так, давай. Пиздец, просто вся деревня за мной. А! Я не успел, другая с вилами тут же подлетает. Сукины дети в очередь. Свет, они еще прут. Давай быстрее, Леон. Тут надо по-резкому их как-то всех раскидывать. Да, блядь. Ебать. Почему он, а не я? Бля, ну тут реально сколько их? Человек 20 тут, наверное. Один есть. В смысле один? Я тут полдеревни перебил уже. Да вы издеваетесь. Так вот, да? Такой адский замес вообще. Пиздец. О! Все, давайте, у вас там колокол. Валите нахрен. А? А? Я пережил этот трэш. Все, идите домой. Silent Hill. Время Silent Hill. Бля, я думал, они меня будут душить прям до последнего, пока я просто не это. Пока я не сдохну. Либо всех не перебью. Ничего, кстати, подкраду ли вы этого черта. Ебовые. Так или он должен вместе с ними такой. Угу. Тут они бы тебя тоже за своего приняли. По ком звонят колокола. Все. Спать все пошли. Иллюминадосы пошли спать. Сейчас надо еще походить по деревне, посмотреть, что я там не собрал. Ну, патронов у меня знатно, конечно, Все. забрали. Ну, что ли? Да, ёпта, вон кинотеатр. На премьеру Мстителей пошли. А где же знаменитая Resident Evil? О! О, мне нож. Номер 1, прием. Я нашла путь к озеру. Там есть большая мельница. За ней начинается тропа. Мельница. Понял. Будь осторожен. Отбой. А мне что, нож? Мне нож дали, что ли? Ну слушай, тут прям все объекты отмечаются. Но там хотя бы я ничего лишнего не пропустил. Сейчас давай вот эту карту зачистим. Тут прям в твоих интересах все собрать. Так, и давай вот эту траву, наверное, да, сожрем? Или нет? Оставим, соединим ее. Я там где-то красную видел. В общем, начинаем пылесосить локации. Бля, ну жути какие, а. Я уже думал, все, хана, меня сейчас будут травить прям до последнего. Пять косарей денег собрать успел, надо же. Бля, ну потом же мы же по-любому будем встречаться с этим мужиком с бензопилой. А, они, я помню, сложные. Ну, в смысле, как?
Попробуй его еще завали. Много патронов на них уходит. Вообще, кстати, игра оригинальная была довольно-таки длинная. Местами даже душная. Так, там я помню, что еще один проход. И, наверное, чего? Пошли как-то. Блин, тут столько строений. С этой стороны хочу посмотреть. Коровник. Может быть, там в коровнике что-то есть. Леон-то астматик, кстати. Чуть-чуть пробежал уже. Отдышка. О. Вот и трава. Давай-ка, заюзим. Мгм. Я, пожалуй, оставлю даже так. Не буду пока использовать. Половина здоровья, как бы, вполне норм. Сюда можно зайти? Да, можно. Ручная граната. Вот чего не хватало. Не световую, а ручной гранаты не хватало, когда на тебя толпа просто идет. В принципе, 4-й Резидент всегда был таким ближе к боевику, нежели чем каким-то survival хоррором. Бля, мог бы и перепрыгнуть тут поленьев-то 10-5 штук. Не, явно не туда. Открыть можно? Ну, закрыто, да. Ну, потом, наверное, по-моему, туда пойдем. Сюжету как-то. Так, здесь я был. Вот. В этот дом мы потом вовнутрь зайдем. О, мужик, кстати, этот с бензопилой не успел эти балки перепилить. Значит, по этому мостику можно будет пройти потом. Интересно. Так, ну, давай сначала мы осмотрим все, что на улице есть, а потом уже глянем, что есть в самих домиках. Чик, это что такое? Вычурное ожерелье. Комбинирование сокровищ. Так, в него, значит, можно что-то запихивать. Я помню то, что можно крафтить как-то эти. И потом барыги их сдавать. Норм. Слушай. Есть одна идейка. Помню, что в оригинале ветоприборы, если ты разрушаешь, то из них тоже что-то падает. Тут, по-моему, он бронебойный. Попробуем потом как-нибудь другие пострелять. Хотя, подожди, давай. Они больные. Ну да, явно нездоровые. Давай сейчас попробуем стрельнуть. Да, не работает. Оп, пропустил. Чуть-чуть пессо. Так. Давай с первого домика, короче, обходим. Закрыт. Понял, принял. Туда, наверное, можно залезть только с помощью кого-то. Да, вон подъем. Мне аж показывает то, что только вдвоем. Сюда можно попасть? Да. Ключ нужен. Не совсем припомню, были ли ключи твою мать. Сразу его как поросенка просто заколол. Так кто ж спорит-то? Конечно, все по закону.
Если у тебя нож сломан, то ты можешь ногой ломать. Забавно. Тоже, короче говоря, запомнили, да? Тут 2 ключа. Одна эта штука отмечена. Вторая вот в этом домике, который нельзя залезть. Нет, они играть-то вряд ли в нее будут. Так, включат, потестят, работает и нахер. Чем еще? Заняться, что ли, нечем? О, яичко. А в ящике есть что-нибудь? Нет. Так, давай дома, короче, дальше походить. Причем в этой же деревухе дважды будет замес, я помню. Здесь надо вот эти вот какие-то преграды будет ставить на окошко. Вот их двигать можно. Давай сразу подвинем. Вот так вот. Надеюсь, игра это дело запомнит. И, кстати, да-да-да, тут наверх поднимаешься, тут дробовик, по-моему, лежит. И начинается замес. Не будем торопиться, давай-ка все дома обойдем. Это же так? Да, вот он, дробаш, ты хватаешь дробаш, и вроде замес начинается. Подожди, сюда потом зайдем. Тут еще вон домов сколько. Нехоженных. Это было неожиданно. Так, давай теперь соединим. Да? Вот так, 2 травы. Чик. Думаю, норм. А вот с ножом-то что? Осмотреть в хранилище. Его можно починить. Слушай, его можно починить, походу, и за деньги. Которую ты валюту набиваешь, чтобы потихонечку. Ну, это, кстати, сложнее. Потому что, ну, как бы, по-моему, есть же такие, да, челленджи, типа, там, пройти всю игру с одним ножом. Там, типа, нож и гранаты пользовать. А тут сейчас все, хера с 2. Сейчас будешь только это, чинить нож. При большой толпе ты ничего не сделаешь. Одним ножом. Вот пустенько тут. Рубин. Так, подожди, смотрим. Сокровища. Объединить с рубином. Вот сюда его. Чик. А тут еще прямоугольные какие-то вот влезут. И он сразу 14 стоит. Слушай, есть резон даже какой-то покозырнее сокровище искать, чтобы потом дороже продать его. Хотя, наверное, такие ожерелья будут часто попадаться. Орешки всякие. Короче, они любят орехи и чеснок. Все, туда никак. Туда мы не пройдем. С этой стороны, надеюсь, дома все осмотрены. В этом доме наверху дробовик. И потом можно вот через это окно выбраться на крышу. Это раз. Теперь, короче, давай с этой стороны дома обходить. Хорошо, что он хотя бы ножулькой эти ломает. Кто бы сказал, мужик, я, говорит, сломать ничего не могу.
Шпинель. Ну-ка, эту шпинель мы можем запихать вот сюда? Нет, только такие. Ладно, понял. Тут никого не кроется, тут не скрывается. О, 2 гранаты, короче говоря. Походил по городу этому. По деревне. 2 гранаты собрал. Патронов чуть-чуть. Последний дом, да, получается. Все. Больше тут делать-то нечего. А как туда? А, туда, наверное, вообще никак не заберешься. Что тут я проходов никаких не вижу. Единственное, если только, может быть, с одного дома на другой прыгнуть, но это же не Assassin's Creed. Да, и тут он не заберется. Понял, принял. Так, а в этот дом вообще, кстати, не попасть. От слова никак вообще. В оригинале тоже, в принципе, не очень-то много домов было. Все. Яичко давай соберем. По-моему, эти яйца... Что, курица, блядь, со мной драться будет. Иди домой. В оригинале, по-моему, тоже тут не очень-то много домов, в которых можно было зайти, там все прямо смотреть. Оп. Тоже граната. На 8. Стой. Быстрый доступ. Вот. Вот так лучше. Про эту световую гранату вообще можно забыть, в принципе. Хотя, может быть, когда-то она и пригодится. Могу я ее в хранилище запихать? Нет. Ладно. А из пороха нужны какие-то? Наверное, материалы нужны, чтобы порох сдать. Да, материалы хотя бы один нужен. Вообще, кстати, такую толпу перегасил, и ни одного материала не упало. Это вам не это. Патроны для дробовика. А вот то, что у меня сейчас есть. Угу. Это и есть дробовик. Только какой из них лучше? Будем пока пользоваться то, что дало вот это издание. Улучшенное. Смотрим, как он выносит. Ну, в принципе, пистолет чуть получше, чем дефолтный дали. Ключ нужен. Классика. Короче, нужно где-то надыбать 2 ключа. 1, 2. 3. Поэтому щелкали мы. А, вот стой. Я хотел на крыше там пошастать. Вот так. Что нам дает крыша? Оп, тихо. Бархатистый самоцвет. Его можно запихнуть вот сюда? Ага. Не улезает. Он просто, короче говоря, как отдельный вид искусства. Я понял.
О, может как Санта просто туда прыгнуть. Застрять в этом в трубе. Санта-Клаусы. Так, и все вроде, да? Я понял. Погнали, короче говоря. Ну, я на куру приземлился. Простите великодушно. В общем, пойдем туда, вот, к выходу. По-моему, это единственный выход отсюда. Там кто-то сзади, по-моему, еще разговаривал. Сколько там человек? По-моему, больше 2. Чего охот? Чего охот-то? Жди, они где-то с правой стороны вообще. Ладно. Положить. Я понял, хранилище. Вот это давай положим. Нет, а почему я не могу? Только сломанное оружие я могу класть. Просто убираем его. 6 патронов. Ну и ладно. Экономим. Экономим в этот какого. Место. Ну убери. Ну-ка проверим, сколько у него патронов. 5. Тут 3, тут 2. А в хранилище у нас дробовик остался заряженным или нет? Вот этот момент интересен. Ага. Никак не разрядить оружие. Короче, пока так оставим. Надо как-то четко выстрелить 5 патронов и выложить этот дробаш. Хотя вдруг он прокачиваться не будет. О, подожди. Точно, как в оригинале. Только они были гораздо меньше. Сразу все на меня сбегаются. Пошпе балдеж. Эх, жалко, подпнуть его нельзя. Под жопу прям. Минус дед. Плюс порох. А где еще остальные? Вот они. Тихо, 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 бабка. Короче, бабки с этими, с вилами самые опасные, по-моему. Ну-ка, давай попробуем с дробаша ее грохнуть. О, дела.
Ой, корова. В смысле, ты еще меня атаковать будешь? Я ж так-то могу в очко что-нибудь ставить и выстрелить. Еще одна бабка живая. Где-то с правой стороны. Она стопудово в ангаре тут тусит. Ну пни ты эту дверь. Что, черт, дверь пни. Он что, немощный стал, я не понимаю, с ремейком. Ну, какой-то волшебный ключик нужен. Бля, как туда попасть? Я хочу вон тот сундук. Ясно? С крыши. А что, дверь выносить, что ли, с дробаша? Может, она сама ее выбьет? Нихера. Туда через верх только можно. Вон там, где жернова крутятся. Только так туда попасть. Что это такое? Синие записки с поручениями. Ну это ладно, уничтожьте синие медальоны. Кто-нибудь ради всего святого. Избавьтесь от синих медальонов, которые повсюду оставляют эти проклятые фанатики. Награда шпинель 3 штуки, прогресс 1 из 5. 5 медальонов надо выстрелить. Бля, скорее бы торгаша уже найти. О, тихо, растяжечка. Ее можно разобрать? Слушай, можно, походу. Ну. Чик. По-моему, в оригинале нельзя было разбирать. У них только можно было выстрелить. Вот и желтая. Сейчас в ангар будем падать. Туда, к бабке прям. Где-то тут должен быть проход к этому ящику. Вот он. Графин. Кстати, в графин тоже можно что-то вставить. О, наконец-то материалы. Еще материалы. Так, давай сразу крафтим здание. Патронов 35 штук. Хорошо. Как это сделать? Вот так. И все? Мне не хватает. Мне тупо не хватает ингредиентов, короче. Я только что весь порох, собранный непосильным трудом, потратил на этот какой. Здорово, Федор. Еще раз. Я только что весь этот порох просрал, короче, на патроны с дробаша. Ну, в принципе, так-то лучше. Херак. А что, ножулька? Ножулька слабенькая, придется замок открывать. Так, тихо, тихо. Там бабка. Я видел, что ты пишешь, Федор. О. В смысле, она же... Ебать, что Люсю. Минотавр. Да я нажимал. Ёпа мать. Так, подожди, не, давай хилиться, что делать? Желтый, наверное, бахнем, да, травой? Сколько добавляет? Ну, почти, слушай. Какой вороне?
По воронам стрелять ты имеешь в виду? Это я помню. Тихо, да тут бабка активная, блядь. Тихо, 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 тихо. Во-во-во, балдеж. Все, я теперь потратил нужные патроны. Как вам такое? Блядь. Почему бабка самая бешеная-то? Как вам такое, суки рваный? Да блин. Да, блядь. Долго заряжается. Пизда, меня сейчас угандошат. Заряжайся быстрей. Я, пожалуй, переиграю этот момент. Надо лучше с пистолетом туда идти. Эконом не будет. Ну а слушай, тут врагов добавилось. Я не знаю. Оригинал не так давно пересматривал, кто-то проходил. Врагов добавилось. Ну их помножили на 2, по-моему. И гораздо больше. Вот там, 500 песо. Пресеты почему-то они тут называются. Ладно, бабка, не ори. Так, я только сюда захожу и сразу замес начинается. Давай-ка, пожалуй, мы себе обходной путь вот так вот сделаем. А что, уже все, драка? Чтоб тебе. Драка в доме. Какого хрена тут Минотавр делает вообще? Я не помню Минотавра. Тихо, не вижу. Оп, бабка. Бабка пошла в очко вообще. У нее слишком длинные вилы. Блять, я успею. Не, это я не успею. Все, надо валить. А то они сейчас меня окружат просто. Я прям слышу толпу. Блять. О, тихо. Бахнем. Обязательно бахнем. И тут тупик. Ой, еще надо треснуть. Вот так. А их жалко, по Минотавру не попало. Так, нужно куда-то удирать. Еще догоняй. На-ка. Бля, это ты сдохнешь, нет? Еще надо ебануть. Баста, карапузики откиснул. О, вот этот, наверное, самый злой. Понимать. Давай, 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 давай. Ах ты, ёб твою мать. Он не только у меня все здоровье высосал. Я нажимал. Я нажимал. Взял мне клювом своим, бошку продолбил. Сучонок. Ничего, сейчас сделаем. Короче, на дробаш надо патроны поэкономить. Что, я почитаю чат. Это был ворон, не трать, пригнись, читер, есть имба, нет. Я же вижу то, что ты пишешь, но... Конструктивный, где комментарий? Сказал бы. Надо вот тут прыгнуть. Вот тут надо. Треснуть ему в голову. Помнишь в оригинале, чтобы мы отстреливали замки? Я вот нет. Слушай, может наверх дернуть? Да нет. Понятно. Я бы с удовольствием бабку сначала выхуярил. Чтоб тебе. Бля, ну к этому я не успею подойти. Блять, не вижу. Ёбаные текстуры. Все прут и прут. О, я ему голову наконец-то раскрошил. А как ты по стелсу, если у тебя тут катсцена с Минотавром запускается, они уже в курсе, где ты находишься? Его, блядь. Жесткий Минотавр. В оригинале его точно не было. Да ну, не имба. Сколько он получается? 3 раза пинка ему в рожу надо дать. Сейчас сделаем.
Жалко, нож разломан. Погоди. А давай попробуем. А, ну все, мне отсюда уже не выйти, кстати. Хотя подожди. Не, наверное, только ты, короче говоря, сюда залезаешь. И сразу же у тебя катсцена запускается. Ну-ка попробуем. Бабка не упала же, правильно? Теперь бабка упала. Катсцена запускается. Чтоб тебе. Это по скрипту работает. Вон эти пидоры тут стоят. Тут еще есть этот, как его, так как Deluxe Edition, тут есть куртка пилот. И можно Эшли делать эмошницы. Блять. Ну-ка, и тут тупик, да вашу мать. О, тихо. Пинаем и валим. Мужик, дай пройти. Блять, они вилами своими. Сейчас покажу. Где тут? Вот, короче, у меня такая Эшли будет. Вот. Не показать, короче, костюмы дополнительные. Это только в главном меню. Так, давай что-нибудь сожрем. Shift-Up. Иди в жопу. Это мы создаем вот это дело. Тут в жопу ебут, а ты говоришь шуть. Слушай, граната же есть. О, перепрыгиваем. Балдеж. Так, давай. Опа. Следующий. Один есть. Ну да. Один-то точно есть. Дело в том, что там еще 5 набежало, по-моему. Ой, нет, я не успею. Да, блядь. Мудила сраная. Они бегут по какой-то ебанутой траектории, чтобы вилами замахнуться. Все. О, мутирует. Нет, подожди, пока не мутирует. А давай. Текаем. Надо посмотреть, как из него этот паразиты вылезают. Все, ухуячили. Он, короче, запнулся за этот. Ты ёп. Всего, блядь. Охуевшие коровы, блядь. Я ей ничего не сделал, она меня бодает. Пиздос. Кстати, все патроны почти потратил. О, тихо. Там вот синие петушечки. Погоди. Вот так вот. Брехался, короче говоря. Не, если бы нож был бы целый, было бы чуть-чуть попроще. А тут их даже этот какого. Ну, даже их отмудохать не можешь. Нож ломается, немного тяжеловато. Интересно, можно с собой бесконечно какой-нибудь нож таскать? Будет ли тут такое? Хоть каленой стали. Да, наклал мышь. Наверное, все-таки тут же часто приходится целиться. На геймпаде будет неудобно. Ну, по крайней мере, тяжеловато. Хотя, кому как привычно. Рубинчик. Так, давай-ка мы этот рубинчик запихаем вот сюда. О, кстати, можно доставать и извлекать самоцветы. Это интересно. Вот так. Чик. Потом на толкучки впарим. Кухонный нож. Опа, Степа, я могу типа... Вот. То есть неважно, какой ты нож собираешь, все равно у тебя будет нож Леона, но он типа пополняется по этой шкале, что ли? Шестерня.
А как ты по стелсу видишь? Дело в том, то, что я же запрыгнул туда, вот сюда я запрыгнул. И все, тут тупик. Если ты, короче говоря, готов как бы биться, то да, продолжаешь. Но у меня по факту никак было. Оригинал я проходил. Когда я проходил оригинал? Сейчас, подожди. Вот еще один. Года, наверное, 3-4 назад я проходил оригинал. Если вот сюда не забираться, вот через эти жернова, не шоркаться, не брать вот этот вот, может быть и можно было по стелсу. Мы не ищем легких путей. Так, тут я вроде все собрал. Теперь надо последний этот медальон найти. Где он может быть? Здесь я один подбирал. По-моему, он где-то наверху висит. Хотя вообще, по-моему, в оригинале первый медальон ты находишь вот тут. Стой, кстати. Сработает, нет? И раз-два. Неубиваемая деревяшка. Спасибо, Капком. Чё это нельзя? Всем, значит, можно, а мне нельзя, да? Так как куриные яйца собирать. Я их потом продам тоже. Опа. Колокольчик. А это является секретом или что? Мне даже интересно. А там Фу, ну и вонь. грязное жемчужное ожерелье. Может его помыть? Блять, эти коровы, они меня пугают вообще. Они какие-то ёбнутые. Чего нельзя? Почему нельзя играть в такие игры? Я же тебя спрашиваю. Пошли яйца собирать. Кстати, он автоматически перепрыгивает. Что Винчестер? Конкретней. Винчестер, Винчестер. Что Винчестер? Мне его взять, выкинуть, что, сломать, пострелять с него. Что ты хочешь? Один выстрел, один труп, а ты не хочешь, допустим, к примеру, поэкономить эти патроны? Это пока их дают. А потом-то хер раз два. Все в лучших жанрах survival. Стелс. Так оно ножа-то нету. Вот я только недавно, но когда вот эту толпу разобрал, тогда у меня только нож появился. Нож сломан был. Еще с прошлой комнаты. Без ножа ты тут ни хера не сделаешь. Тут ломается оружие. Та-дам. Угу. Да, не то, не то. Давай, короче, сюда запихиваем эту шестеренку, чтобы что. Кстати, в оригинале я вот не помню, что там какие-то шестеренки лежал. Что-то где-то открылось. Где пятая? Вот она где висит. Что-то я не помню, чтобы я ее там видел. Ну-ка еще раз. Это получается направо и вот здесь. Бля. Вот она где.
А награды где брать? Хочу награды получить. Ну, сохранится определенно нам. Оригинал? Да нет, кстати, это хороший ремейк. Вполне, как бы, и текстуры тут, и все такое, как бы, молодцы, постарались, отлично. Что немаловажно, оптимизация неплохая. Кстати, я оригинал проходил, когда на второй плойке, сильно мылило глаза. Потому что я его еще через карты ее подключал. То есть эти аудио-видео, провода, там все делал вот это вот. То есть загружал в оригинальную консоль болванку. И проходил. Не знаю. Жалко, ключика нет. Такое ощущение, что мы здесь, наверное, еще будем ходить. Это добротный ремейк вполне. Как бы денег он своих стоит. Уже закрыто? А, нет. Так, ну все вроде. Вроде все обошло. Ничего не забыл. Пошли на мост. Ну, я ее, вот говорю, я ее за 600 рублей покупал, как бы. Но 2-3 тысячи. Вполне. Так как это, ну, не новый проект. Он просто это ремейк проекта. По-моему, кощунство брать за него 4-5 косарей. 2600, ну это в стиме, понимаешь? А на консолях она всю 5, наверное, стоит, а то и больше. Вот это, я думаю, дороговато. Кстати, сколько пороха у меня? Опа. Ну-ка, давай-ка покрафтим. Чуть-чуть. В принципе, в последнее время хорошо насыпают патронов для пистолета, а вот для дробаша патронов хер. Но так как у меня Deluxe, мать его, Edition, я бы хотел вот этой пушкой попользоваться. Но вот на эту надо сначала все патроны выстрелить. Поэтому. Я на геймпаде. И в этом. Болванка там всех делал, ну прям вылитый 2000 какой-то 5-й год. В 5-м году же она выходила. Так, все. Вроде убрал из быстрого доступа. Нихера. Четвертый год, точно. А внизу, кстати, вот здесь в игре было написано, ну, на титульном экране 2005. Интересно, что они тогда этим имели в виду. Но, блядь, даже в 2004 году это была очень графонистая игра. И судя по продолжительности, она... Слушай, ну, это, скорее всего, порт с ПК. Не с консолей. По продолжительности она довольно-таки длинная. Для консолей была. Единственное, что не очень, то что в игре было много серо-коричневого цвета. Вот прям от этого глаза сильно уставали. С чего ты взял то, что это именно с GameCube? Это... Нет, у меня... А, подожди. Да, есть 4К. Так, значит, я отсюда шел. Здесь ее столкнул. И тут еще проход. Я вот не помню, где она изначально выходила. По-моему, первым делом она вышла на PS2. Потом ее портанули на GameCube. Немного перелопатив графику.
Да, в DNS, потому что у нас кроме DNS ни хрена в городе нет. Вот, и после GameCube там, получается, ее же вроде на Nintendo Wii как-то портанули. Но если я не ошибаюсь, народ начал плеваться за неудобное управление. Ну а как она? Как она выходила? Она сначала вышла на PS2. Что случилось? Ага. Я понял. Что, хочешь сказать, она первым делом на GameCube вышла? А потом уже на всем остальном. Бля, я после стрима загуглю. Обязательно. А мне кажется, то, что она сначала вышла на PS2, а потом уже на всем остальном. О, он сразу подох, блять. А второй топором запустил. Там двое, да? Опа. Один ёбнулся с моста, и второй. Отлично. Ну да, ёпта, куда же мне-то? Где она? Бля, она либо сверху, либо снизу. Вот она. Как эти бесят сучки, блядь. Со своими вилами. Еще порох, отлично. Еще как накрафтим патронов. Короче, пороха дает больше, чем материалов. Хочешь эту куртку? Возьми, на рынке возьми. Я помню, как-то в какие-то времена тут дубленки продавались подобные. По-моему, у меня даже такая была. А где фонарик? О, тихо. Проверим. Понятно. Ну, мыши неубиваемые. Я думал, мыши как вороны тоже можно будет подстрелить. Кстати, скоро же... А нет, не очень скоро, но скоро будем этот какого. Гарпуном швыряться в чудовище это здоровенное. Прикольный, кстати, был момент. Довольно-таки неожиданно. Так, погоди, давай-ка мы их сюда подтащим. Давай, ребят, тут и капкан, все есть. Сейчас его рванет. Ну, давай. Давай, смелей, мужик. А как он сквозь текстуры топором швыряет? О, воткнулся. Он деревянной ручкой воткнулся. Тут кое-что добавлено, конечно. Пиздец, откуда он топоры берет? Он как в этом, в отчаянном, да, там Деспирадо, который, блядь, мужик был с ножами. Тоже там куртку раскрывает, там просто 508 ножей. Все, по-моему, без головы он симпатичный. Есть еще кто? А че ли он за плечо держится? По сюжету его, кстати, еще не заразили. Мне вот интересно, можно ли разоружать капканы? Я вот такого не видел. Мужчина. Бля, придется подойти.
прямиком в лобешник. Блять. Ну, они, короче говоря, не цацкаются тут с тобой. Один не ждет, пока другой нападет. Они сразу всей толпой херачат. Да, блять. В смысле я не попал? Что за регистрация попадания у них такая волшебная? А чё из них этот Лас Плагас эти не вылезает, кстати? Блядь, еще один. А вот это странно. А чё сейчас рвануло-то такое? Я же разминировал. Но у них же голова там перекошена, как бы. То есть они типа готовы мутировать. Должны же уже мне показать эти какого лас-плагасы эти ваши. Ну, голова перекошена, а почему бы ее типа это... Ну, сразу же мне этих мутантов не показать. Или он типа тут должен быть не в курсе того, то что он немного так-то... В каком там, он сказал, в 6-м году он, или в каком? Ну, на начальной заставке, типа, мы типа стерли Ракун Сити с лица земли, там. Это ж прямое продолжение второй части идет. И об этом говорится в игре. Так, тут я все забрал. Вот. Что его вообще должно... Ай, блядь. Что его вообще должно удивлять? Вон что рвануло тогда, я понял. В очко ее. Все. Чуть-чуть поэкономнее. Но это тут 98-й. Я вот не помню, что там на заставке сказали. По-моему, 2006 сказали год. Или 96-й. А я могу как в Battletoads швырять в нее вот эти взрывчатки? Сучка стоит, блядь. Сейчас бы снайперку. Ну тут будет снайперка. Причем в нескольких экземплярах. Ой, и она сейчас подорвется себя. Вообще балдеж. Жалко это. Не было кишков. Хотя я ставил в настройках. Так, вроде все, да? По красоте. Тихо. Вот это вот. Обходим. Блин, там еще толпа. Не, надо чем-то поживиться по-любому. Давай вот с желтым, да, сожрем. Или оставить его. Я лучше, пожалуй, патронов сделаю. Вот и что. Вот чего. Тихо, кто-то опять со взрывчаткой. Да подожди ты с винчестером, я хочу патроны поэкономить. Чик. А в гнезде-то вот она что. Как я его удачно заприметил. Бля, тут бегаю как раз возле капкана. Такое себе, кстати. Надо мужика подорвать. Он. Тихо. Текаем. Вроде не задел. Оп, его сейчас подорвет. Да как не подорвет-то? Вот. Ну, как-то не очень. Скромненько как-то. Как-то скромненько. Я думал, он там разлетится просто по всей этой округе, там, бросаясь руками, ногами, там, соплями своими. Я ж типа поставил этот, как контент 18+, со всякими там этими кишочками, чтобы трупы долго лежали. Окей. Так, ну тут, в принципе, и в оригинале на этом мосту ни хера не было. Скорее всего вдвоем.
А чё не 18? О, значок этот Лас-Плагасовский. Тихо. Либо это какая-то дверь скрипит, либо кто-то потихоньку из зомбарей туда стучится. Кстати, я вот не помню, как скоро у нас тут будет этот, как его, торгаш, который... Welcome! А сейчас это, да, тролль такой здоровенный, по-моему, будет. По-моему, это ближайший босс. Понятно, ключей нету. И тихо. Мне, кстати, интересно, как они тролли сделали. Ну, типа, движуха там, как он, как робот будет или что. В оригинале, кстати, он был не очень умный. Это здесь. Что здесь? Это здесь. Тихо, тихо, тихо. Вороны где-то. Где они? Их, наверное, спугнул уже 10 тысяч раз. Ладно. Пусть бы снимать. Сюда можно пройти? Вон туда можно пройти. Вот он, замок торчит. Пиздос, еще и на замок патроны тратить. А ключом? Ой, точнее, этим. Ножулькой. Угу. Не с первого раза, но хотя бы патроны не надо тратить. Бля, я их отстреливал, эти замки. Что шумит-то, я не понимаю. На втором этаже, что ли? Да тут весь этаж дырявый. Пресеты хоть, косарь. Почему пресеты, кстати? Опа. Мина. Где-то мина. Аккуратно. Оп. Чтоб даже мышь не пернула. А почему вот нельзя вот с собой эту штуку все забрать? По сути, да, вот как бы возьми ты ее, оторви просто от этого, от столба и, я не знаю, подожги, блин, чем-нибудь кинь. Вот он, этот тролль там бьется. По-любому это он. Куколки, хуюколки всякие. Хуй-куколки. И вот эти вот нельзя рубить. Только определенные бочки можно лопать. Что это? Чехов? Блять, как бы поровнее это. Вот так, вот так, вот так. Такое ощущение, что мужика-то вроде нормально сделали, но к ребенку просто прифотошопили просто. А кто это? Я что-то не узнаю. Это Антон Павлович Чехов, может быть? Горький? Я не знаю, кто. Но вот эта рожа, я что-то это... По-моему, просто так не очень присобачено. Я не в курсе, кто эти люди. Это надо у лароведов спросить, наверное, они шарят. Что за шум? Что за шум? По-моему, перед боссом вообще должен быть замес, но он должен быть в деревне. Что за чел? Давай, ножичка. Как порося просто. Все, загнулся. Че он там долбил-то? А, там же Эшли, наверное, сидит. Нет?
Или рановато для меня? Вообще началась игра с того, что подругу Эшли замочили. Сектанты. Сейчас посмотрим. Нет, ты не забывай то, что в ремейке они могли что-то переделать. К тому же сюжетные штуки. Тут, по-моему, даже миссии какие-то добавлены. Опа, фонарик. Вот бля буду там Эшли. Просто бля буду. Нет, не Эшли. Как же его, блин? Больно, блин. Мне показалось, ты хочешь что-то сказать. Какая проницательность. Скажи, у тебя сиги есть? Есть курить, ёпта. Да? Ну тогда, может, развяжешь? Нет, это не Кен. Только не он! Ты кто? О, Ну-ка стоять! бля, это душный, кстати, бабай. Он прям ебака, он будет как матрешка разбираться, я помню. Жесткий босс был. Все в огне там еще. В оригинале, вот, кстати, вот этого мужика ты в мешке не находишь. И этого... заразу тебе позже как раз вводят в шею Леону. Позже гораздо. Когда ты до дома доходишь. А до дома, чтобы дойти, тебе надо в церковь попасть. Вот как оно было. Да-да-да. Они изменили сюжет. Ишь ты. Так, ну давай посмотрим результат главы, чего. Ага, очки какие-то. Бита врагов 45, смертей 6 штук, меткость 81, ранений 16. 1,5 часа в главе. Ок. Так, ну давай сохранимся, чего ж. Печатная машинка, ну все, да? Далее. Че, наверное, на перекур пойдем. Глава начнется, если катсцены никакой не будет, тогда на паузу и перекур. Жертвенный агнец, ты примешь нашу святую плоть. Все подожди. начнется сейчас. Вот. Но дело в том, что нужно было назад вернуться в деревню, чтобы вот тут очнуться. Эй, хватит. Я забыл, как этого чувака зовут. Янки, звать-то как? Да, курю. Леон, Неразговорчивый. Я Луис Сэра. Вот, Похоже, Луис мы с Сэра его тобой зовут. Выбрали так себе место для отпуска. Эй, хватит. Куртец у него Хорош уже неплохой. дергать. Мне и без того хреново. Я понял твой замысел. Это не первая твоя передряга, да? Я думаю, что ты здесь ищешь кого-то. Дай угадаю. Чё дергает-то? Может, пропавшую сеньориту? где она? Ну, я жду. Они кусок событий немножко пропустили. Что они переводят сеньориту? Переводит? Куда? Кто же его знает? Но потом видел, как кого-то тащили в церковь. Мierda. Общаться с тобой опасно. Ну, в ебасос его тресни. Пока рука обмотана цепью. Вот, душите его. По-моему, третья часть пилы. Когда цепь у них натягивалась. И все, да? Эй, куда пошел? Пока, амиго. Ну, хоть ключик оставил.
Но мы с ним еще не раз будем встречаться, по крайней мере, должны. Черт, все спиздили. Че, все спиздили? Заебись. Тихо. Гнездо. Это Кондор-1. Почему Я гнездо, нашел облёмка. Кажется, ее держат в какой-то церкви. Что ж, Почему-то Эшли называют орленок, а бабу зовут Гнездо. Ну, в смысле, то, куда он обращается, позывные. молодец. Об этом мне сказал один тип. Назвался Луисом Серой. Он какой-то подозрительный. Проверь-ка его досье. Ясно, Кондор-1. Прямо сейчас и займусь. А ты пока тогда доберись до церкви. Ну да. Как раз давно в грехах не каялся. Кондор-1, конец связи. Вот. Теперь мы идем до церкви. Давай тогда сейчас я, короче, как раз между главами пойдем сейчас. Перерыв сделаем, сейчас подойдем. Поехали дальше. Вторая глава. Так, меня оставили без припасов, без нихера, короче. Подожди, мы еще не добрались. Сейчас, по идее, уже должен быть этот торговец.
Где-то он тут рядом. Курточку забрали. Курточку и азбуку у меня стащили. Бля, даже ножа сраного не оставили. Вообще пустой. Аналогично, мэн. Подожди-ка. Вроде хоть бы фонарик, что ли, дали какой-нибудь. А если туда пройти? О. А, я ж оттуда пришел. Ладно, поперли тогда по коридору. Но он не должен встать по-любому. Вот, мы у него хотя бы нож возьмем. Кухонный. Бытовое убийство. А зачем мне еще раз это объясняет? Хера не вижу. Она не там. Роятся толпой. Здрасте. Ну тут стелс просто. Гадалки не ходи. Скрытое убийство. Ну спасибо, я об этом уже заметил еще при первом замесе в деревне. Херово, что нож тратится. Я с него еще один нож забрал. Балдеж. То есть у меня 2 ножа теперь. Махоньких. Капустку порезать. Что там? О, Вот. мои вещи. И нож мой. Пойдем туда. Только, пожалуй, я с картов вставать не буду. То мало ли что. Здесь меня крысюка не спалит. Типа она... Парирование ударов. Серьезно? Парирование? Мы чё, блядь, в Bloodborne? Держа в руке нож, вы можете парировать атаку. Для этого нажмите Space, когда... Ну, пробел. Когда в нижнем правом углу экрана появится подсказка. Ага. То есть вон куда аж обращать внимание надо. Даже если вы это сделаете до появления подсказки, Леон успешно парирует удар. Но выбрав удачный момент для парирования, можете оглушить врага. Ну давай, коль так. Не получилось парирование. А, на Space надо нажимать точно. Давай, пробуем еще. Ну атакуешь ты или что? О. Давай. Колем его ножом. Нет, смотри-ка, подох. Ну и мне, блядь, досталось. Ай, надо было соединить. Еще не ко всем механикам привык. Ну, в смысле, к управлению. Патроны для пистолета. Пистолет мы сейчас возьмем. Кстати, а чё он ногой не влез в свой капкан? Как вариант, кстати, мог бы. 3 ножа мне дали. Не, ну слушай, если будут часто давать ножи, и ты можешь ими, ну, ими парировать, и все такое, то основной нож не очень-то обязательно ремонтировать. А туда вообще не вариант, да? Печально. Ладно, давай перепрыгивай. Оп. Тихо, мужик, ты меня не видел. Прям какой-то Last of Us, честное слово. Тихо. Подождем. Интересно, запалит он меня через эту дырку? Ну, вряд ли, да. Тихо, 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 тихо. Оп. Подловил. А за него опять деньги дали. Не, ну по идее скоро должен быть по-любому этот продавец. Все. Я добрался, надеюсь, добрался до своего оружия.
Вот оно. Удерживаем. Крутим. А, теперь назад надо идти. Ага, и еще это на время дело. Побежали, чё. Оп, я успел. Все, на месте. Так, давай патронов, наверное, еще сделаем. В крафте, кстати, можно, вот, я только сейчас заметил то, что можно еще и здесь травы делать. Ладно, делаем так. Пойдет. Так, это мое. Это мое, да. Нихера тут ножи понадавали. Серьезно? А они стыкуются как-то? Нихера. Они никак не соединяются между собой. Сейчас скоро места не хватит, придется это яйца выкидывать. Чё ты? Открывай. О. О! Незнакомец, иди сюда. Welcome. Кто это? Кто это? Сейчас узнаешь, кто. Его ждали, наверное, дети всей планеты. Ну что, давай. Так, нужно перебить крыс, которые заполнили завод. Мы не знаем, разносят ли они какие-нибудь болезни, но лучше перестраховаться. 3 крысы нужно. Поторгуем, да? Сейчас поторгуем, подожди. Совет торговца, быстрая нажива. Как там продвигаются поручения? И знаешь ли ты, что шпинель, который ты получаешь в награду за выполнение поручений, можно обменять на ценные вещи, которые никаким другим образом не добыть? У нас есть целая куча полезных предметов. Но я советую в первую очередь взять карту сокровищ. На этих картах отмечены точки, где спрятаны самые ценные сокровища сектантов. Мы с ребятами много времени потратили, чтобы отыскать их. Так что эти карты — твой шанс разбогатеть. Конечно, чтобы раздобыть сокровища, тебе придется полазить по всяким опасным местам. Но тебя ведь не это пугает, верно? Ну да. Винтовка. Хорошо, пойдем сначала тогда крыс постреляем. 3 штуки надо крыс найти. Лучше, наверное, красться, да, чтобы они сильно не разбегались. Вон он, да. Так. В общем, они сделали какие-то мини-побочные миссии. Вот еще одна. Тихо, 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 не убегай. А где он? Бля, она прям под ногами у меня бегает. Сучка. Подожди. 2. И вон там 3. Все, готово. Да. Ну, в принципе, не очень душные пока маленькие задания. Типа 5 жетонов, 3 крысы. Не 15, не 20 штук. Значит, ты выполнил. Привет. Ну а что поделать? Зато обмены. Обмен. 3 этих, какого мне дадут. Шпинели. Торговец. Оружие и предметы можно продать торговцу за пресеты. Также вы можете улучшить или починить ваше оружие и снаряжение. Поручение торговца. Выполнив задание из синей записки с поручением, поговорите с торговцем, чтобы забрать награду. То есть у меня уже 2 медальоны, да, берем. И это тоже вредители. Есть готово. кое-что новое, чужак. Обменять. Лазерный прицел. Что? Как нам удалось добыть все это? Ты не ори, подожди. У меня их 8 Лучше штук. не спрашивай. С великолепным пробивным действием и очень слабой отдачей. Но скорее всего, у меня пушка лучше, чем каратель.
Я вот что думаю. А на лазерный прицел мне не хватает. Использованные сюжетные предметы, которые вам больше не нужны, можно продать продавцу. Хорошо. Продаем. Как это сделать? О, С тобой приятно вести дела. с тобой тоже. Это тоже продаем. Так. Это Тоже две однозначно штуки. мне пригодится. Графин. Ну, в графин я еще потом запихну. И в ожерелье это тоже я запихаю попозже. Поэтому оставляем пока. Нам все равно, рубины или рванина, Есть- разница лишь в цене. Есть которую еще новое мы шоу на назначаем. Ю выходит. Ждули называется. Там как бабы ждут зэков. Модифицированный пистолет для борьбы с биотеррористами. Универсальность и высокая точность стрельбы делает его надежным решением. Насколько он лучше карателя, мне интересно. Давай, наверное, световую гранату продадим. Я ими не пользуюсь никогда. Неплохо. Так. Он, видимо, сюжетный. Тут какая-то пипка нарисована. А давай продадим. Готов купить почти все. Это дефолтный пистолет, у меня есть лучше. Славная сделка. Графин и вычурное ожерелье мы позже толкнем. Надо вот сюда еще всяких петушек запихать. Кстати, о, Драгоценности яички. не пригодятся тебе в гробу. продаем. Че, Неплохо. зря их собирал, что ли? Я бы, наверное, головолом оставлю, а дробаш, вот этот вот, продадим. Нам все равно, рубины или рванина, разница лишь в цене, которую мы назначаем. Угу, продаем. Спасибо. У меня дробаш есть лучше головолом. Так. Порох. Ну это ладно, это все семечки. Вот, обменяем на желтый алмаз. И этот желтый алмаз мы сможем запихать потом в графин. Спину жутко ломит. Что поделаешь? Вот так. Мудрый выбор. Так а чё нет-то? Избитые слова, но все именно так. У меня же есть уже дробовик. Он из-за Deluxe Edition тебе дает дробовик и пистолет. Головолом который. Вот такой Страж 9 тебе дает головолом. Они Драгоценности объективно не дороже пригодятся тебе в гробу. Так, вот мы его можем прокачать уже. За ножом надо регулярно ухаживать. 4 косаря за ремонт ножа. Да идите вы в очко, вот я что скажу. Арбалет. Кстати. Все, что есть перед тобой. Да ну, мне и так ножи маленькие дают. Зачем мне еще? 4000 целых тратить на ремонт ножа. Мне вот арбалет интересен. Можно ли из него потом доставать? Ну, типа из этих... Ну, там, в шею ты ему в голову выстрелил во врага. Можно ли из него доставать стрелы? Сука, он 12 стоит. Подожди. Так, что там? Сила 5,60. А у этого сила 5,40. Твое оружие в надежных руках. Я Не, всё качаем. сделаю. Качаем Друг, его там. Мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Пистолет тоже силу прокачаем. Это очень тонкая работа, чужак. Малым можно достичь многого. Вот увидишь. Подожди. Друг, я тут всякой всячины раздобыл. Приходи в любое время. Подожди, мужик. Сейчас мы еще скрафтим вот это дело. Чик. Все. Теперь у него... Он теперь 11 стоит. Слушай, а у него можно еще Привет. купить?
Угу. Только один раз можно у одного торговца купить, короче, какой-нибудь Понимаешь, козырный всё самоцвет. можно купить за деньги. Не можно, видишь? Арбалет попробовать или ну его Тебе нахер. важнее деньги или жизнь? Ладно, я Выбор пока, наверное, прост. бабки оставлю. Прицел. Не думаю, что он прям сейчас необходим. А вот улучшение кейса, наверное, да. У меня потихоньку не начинает не хватать места. Винтовка есть еще. Блядь, ну на винтовку впритык вообще. На винтовку пока патронов тоже нету. Ладно, давай, короче, кейс придется качать. Лишнее пространство не повредит. Согласен. Самый раз для тебя, чужак. Да, я думаю, они там все делают. И если они занимаются материнками, то и видюхами, то, соответственно, они... О, друг, и что может оперативку быть ремонтируют. приятнее, чем переделать оружие под себя? Ну, 4000 за ремонт ножа такое себе, если тебе бесплатно выдают маленьких, несколько штук. Как бы, ну, Итак, чем я могу на тебе противника с ножом идти такое, как бы себе. Они в основном, если нападают, толпой. Короче, ладно, если что, в следующий раз мы покупаем винтовку, к ней прицел. У меня все товары высшего качества. Ну, арбалет не Уверяю знаю точно. тебя. Ты только там не убейся. Ха-ха. Не убейся, блядь. Юморист. Бля, ну маленькие ножи тоже как вариант много места занимает. Но у меня уже кейс прокачанный, хрен бы с ним. Я, пожалуй, выложу пока его. Точно, мне же к церкви надо идти. Да где я? Где я? В деревне все той же. О. Почему второй раз урон по ее голове буйный не прошел? Вообще надо посчитать, короче, сколько у нас на этих ребят патронов уходит, если чисто в голову попадать. Так-то в любом случае пинать их ногами будет дешевле. Но хотелось бы знать просто. Потому что, ну, не до каждого уже можно дотянуться. Угу. Они в целом эту всю комнату переделали. По идее, ты в эту комнату должен заходить примерно вот оттуда. Нет, вот оттуда. Вот с той стороны ты должен туда заходить. В оригинале, по крайней мере, так было. Че, попробовать по стелсу? Их тут сейчас очень дохера будет вообще. Тихо, мужик, ты меня не видел. Поднимут панику, нет? Блять. Ну, быстрее. Как он медленно бегает, а? Да, отвали. Только второй схватил. Походу сейчас дробовик пойдет в ход скоро. Ну, до того я не дотянусь. Давай, 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 взрывайся. А то, ой, в тему. С дороги. Ой, тихо, тихо, тихо. Ща бахну. Пизда. Я далеко не убежал. Давай хоть ножом его поранем.
Блять, ну быстрее, быстрее. Ну, вот так вот. Сейчас рванет. Все, тихо, я спрятался. Неплохо, кстати, всех зацепило. Ну, я хотел попробовать все равно, а вдруг. Вот так вот. О, тихо. А вдруг тут как этот, как по стелсу можно было бы. Вот. Первый нож израсходован. О, вертушечка его. Балдеж. Так, и там. Бля, ну выгоднее наверх бежать. Суки, уклоняются еще. Блядь, сейчас ёбнет. Вот так вот. Возвращаемся. Бум. Я, мать его, как Рэмбо, нахуй. Комнатный. Все, текаем, текаем. Еще ниже. Прыгай. О! Она должна была сдохнуть. Я случайно. Я случайно. Слушай, он, короче, эти какого? Он еще начал какие-то шуточки, короче, приколы отпускать потихоньку. Типа подвинься, я случайно. О, бабка мутирует, да? Сейчас, блин. Я хочу все посмотреть. Ну нет, тут только кроме этого ничего нет. Не только пока голову перекашивает и все. Но поведение у них такое же, как в резике. Да, блядь. Пока на бабку отвлекался, меня тут уже окружили 10 миллионов раз. Так вот, он раньше не говорил, он начал это делать. Ой, блядь, поторопился. Круто, Всё? да? Согласен. Все? Опа, закончилось? Нет, еще есть. Третий ремейк, в смысле? Короче, я из редиков не проходил только Resident Evil Zero, Resident Evil Revelations 1, 5 и 6. Вот. Остальные все проходили. Так, у нас тут товарищи наверху трутся, надо бы как-нибудь к ним добраться. Сейчас Dead Space привычка осталась трупы пинать. Желтая. Давай-ка себе проход откроем. Задний. Ну, пинай. Пинай ты умеешь, я знаю. Это он рахит, блядь, с третьего раза замок выносит. Коротковато. Ремейк третий. Коротковато. Раз. Потом куча локаций обрезали. В оригинале тоже их больше было. Ну там типа просто взять замес на этой в церкви, там загадки тоже были интересные. Много вырезали контента. Плюс еще по самому Raccoon City тоже можно было в оригинале очень долго гулять. Там они просто срезали столько локаций. Очень жаль. Сделана-то она, может, неплохо. Но очень короткая. Знаешь, такое ощущение, что на сдачу второй. На сдачу второй все, что можно было, запихали, короче. По-быстрому. Все. Так, чисто. На отвали просто. Ну, кстати, да, вот она еще очень простая. Прям совсем. Прям, знаешь, как попкорновое кино, как бы. Пробежал чисто, знаешь. Влетело, вылетело, все, забыл. Материалы Б. С них, наверное, какие-то с материалов Б, какие-то козырные патроны надо делать. Слушай, а можно же это какого? Рубин, да, сюда вхерачить?
Ага, слушай, ты еще можешь извлекать самоцветы. Не понравилась стоимость? Ты раз туда, короче, что-то еще вкорячил. Такие дела. Пока так, пока оставим. Если я какой-нибудь получше самоцвет найду, тогда ок, запихаем другой. Так, и у нас тут еще где-то бабка стояла. Вот эта крыса, блядь. Ну, как прицел водит. Оп. Ну, я должен был попасть и в ебасос. Всё, минус бабка. А к ней добраться получится только вот как-то поверху, да? Чик-чик-чик, вот так вот, наверное. Так они, кстати, и ремейк второй-то тоже неплохо обрезали. Там же в ремейке второго, точнее в оригинале второго, там же был этот 4 варианта событий. А они срезали их до этого, до 2 вариантов всего. Так, мужик, кидай. Бля, нет, он пока слезет. Ау. Как-то я промечиво на него полез. Серьезно, это кишки? На тентакли похоже. Ну, в принципе, у них же паразиты. Все верно. С одной стороны. Да что-то они какие-то, этот... Какие, как тряпочка развивается. Странно. Так, наверху там точно все, да? Здесь ничего нет. Угу. И наверх никак. Я понял. Пошли дальше смотреть. Вот в оригинале вот этот подъем, он самый дальний был в этой комнате. Ты в эту локацию проходил где-то вот в этом районе, по-моему. Только тут немножко переделали. И это немного другая теперь локация просто. Даже по структуре. Построению. Ну, тут еще бочечка валяется. Будем иметь в виду. Блять, они еще живы, что ли? А чё все сразу не нападают? Почему по частям? Так, кто-то где-то со взрывчаткой. Бля. Опять какой-то замес. Ну давайте, где все? Там кто-то со взрывчаткой сзади меня был. Мужик. Ну, быстрее, быстрее. Вот так. Бабуля. Успею? Нормально. Я случайно. Ой, я случайно. Второй части 2 сценария на PS1, 2 диска, 2 сценария, оригинал на английском прошел. То-то и оно, то что у второй части там 4 сценария. Там боссы же меняются. Не знаю, почему он такой долгий. Ну да, он немножко неподвижный какой-то. Да, блядь. Ну, 2 на 2, все верно. За Леона сценарий А. Сценарий Б. И за Клэр сценарий А, сценарий Б. Вот, да. Как порося ее забил просто. А вот аж 4 сценария получается. Так, давай соединим. Создать. Бла-бла-бла. Но сожрем мы вот эту. Вот так. Кто-то там со взрывчаткой стоит. Вон он. Подожди, этого сучонка надо грохнуть только сверху, по-моему. Мне тоже за Клэр не нравилось.
Че, он сразу подох? Еще есть. Где-то они тут. Вон они. 2. Оба 2. Нахрена мне сейчас объясняли про механику парирования, если тут это парирование будет использоваться, дай бог, раза 2 за игру. Ну давай, блядь. Давай, нож против вилл. Mortal Kombat. Фермерский Mortal Kombat. Вон там еще бегут. Нет, идите-ка вы нахуй. Ну, прыгай. Это последний, да, по-моему? Херак. Какого раза он подохнул? Кому-то достаточно 1 выстрел в голову. Кому-то и 3 маловато. Так вот, тут видишь, они как-то странно сделали. Они такое ощущение, что сцены местами поменяли. Я должен этого пацана, короче, с длинными-то волосами, испанца этого, встретить позже. После вот этой вот как раз сцены. А я его встретил раньше. Он мне говорит, иди в церковь обратно. Перед тем, как я зайду в церковь, по идее, мне должны этот, как его, вирус этот вхерачить. Так что тут как-то странно сцены расположены. Но то, что они местами их поменяли, это определенно. Так, а как вот в этот домик попасть? Вот, наверное, да? Маленький ключ. Там в самой первой деревне есть там, где этот ключ применить. Быстрее. Давай, и ножом его. Вот так. Ну тут, в принципе, особо не важно, по ногам стреляешь или так, или в голову. Одинаково до них доходит. Ага, я тут был. Классические шкафчики, кстати. Так. Наверх можно еще подняться. Надеюсь, там скрипит наверху флюгер, да? Нести флюгер кихайн. Вон. А он-то откуда взялся? Быстрей. Вот так вот. О, и мужика разбил. Странно. Возможно, они сделали вот больше упора на ремейк 2. Ну, типа, раз зрителям зашло, кубарем просто. Раз зрителям зашло, почему бы нам это? Почему бы нам не забацать ремейк, как бы ремейка? Может быть. Вот еще кухонный нож. А мой нож боевой пытаются мне втюхать за 4 косаря ремонтировать. Пошли они нахер. Вот. 12 тысяч, кстати, я уже насобирал. То есть уже, по идее, на винтовку хватит. Так. Вжух. Все, я тут все обошел. Тут еще какие-то штучки надо тыкать. 2 ключа. Шестигранная эмблема. А, я ее забрал. Чё? А кто-то... вот так делает. Чё по физике? Ну, кстати, не, вот если бы он побыстрее немного двигался, было бы норм.
Туда бы он как попасть. Так, ну бабка-то в любом случае меня догонит. Кстати, давай угорнем. Бам, просто. Бабку по частям распидорасила. Это все? Нет. А кто кидает? Не вижу, кто кидает. Вон она, падла. Тихо. Как было, не было. Как туда добраться-то? Он же не допрыгнет, правильно? Залезть не сможет. Сучка. Надо подождать, пока она прикурит. Давай, поджигай. Давай, 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 давай. Ни хера, короче. И как с нее лут собрать? Он пот утирает. Так, ну как-то же можно сюда попасть-то. Либо я на эту локацию потом приду, но только с другой стороны. Нет. Все эти штуки я подключал. О, в воздухе висит. Что это такое? Кусок дерева. Его забыли. Одиноко парящий кусок деревяшки. Да. Неопознанно летающая деревяшка. Нет, туда я потом попаду. Это по-любому. Вот только когда. Ладно. Нет, перепрыгнуть точно не получится. Наверх даже можно не ползти. Подожди, или я, может быть, что-то путаю. А вдруг можно туда добраться? Кстати, вон еще кусок патронов просрал. Вот, не зря вернулся. Вот тут можно пройти как-то? Нет, ни хера. Дайте мне бабку. Я хочу бабку забрать. Ладно. Не, сверху мы туда будем попадать. Никак иначе. Ну, прыгай. Блин, с третьего раза только сообразил. Ну, может быть, теперь босс будет. Вот, кстати, до бабки как добраться. Хорошо, давай. Кстати, в оригинале я помню, что он мог эти лестницы пинать, чтобы они не забирались к тебе. Угу. Не совсем понял. Почему он в зеркальном отражении-то? Ага. А что за углубление там какое-то есть? Никак это не посмотреть. Нет, производителям они ничего заправлять, кажется, не будут. Погоди. В зеркальном отражении как-то ее надо сделать. Ну, это понятное дело, что она не подойдет.
Слушай. А что если так? Все куда проще. Я думал, ее нужно повернуть туда лицом, повращать и потом поворачивать обратно и уже вставлять. Оказывается, проще. Так, где мы? Ну, этого-то дядьку по-любому по стелсу. Тихо, грохни. Я не могу узнать, я тут был или нет. Бля, ну вовремя ты, мужик, двигаться начал. А одного успел хотя бы. Успею. С дороги. С дороги. Он ему особо-то и не мешал. Остальные будут. Где они? Где они? Бабка. О, упадет мутация? Ни хрена не пойдет. А чё они пока не это? Не распетрушиваются, там такая штука должна у них вылезать и все такое. Может, рановато просто. Не, будем надеяться, что мы посмотрим все спектры мутаций. Аккуратно. Всё. Так, значит, если там есть проход, значит, туда еще что-то можно где-то достать. И тут вороны где-то. Не вижу. Может, потом. Хоть в одну ворону-то точно надо шмальнуть. Секретик. Угу. Это уже интересно. Так, тогда извлечь. Давай-ка один мы такой поставим. Один красный. Посмотрим, что будет. Уже 19 тысяч стоит. Ну так-то. Что это материал? Кстати, ну давай тогда еще и покрафтим что-нибудь. Для дробовика патроны сделаю. Не знаю, стоит ли пробовать арбалет или ну его нахер. Ну попробуем как-нибудь все-таки нововведение. Ай-яй-яй-яй-яй. Все-таки нововведение. Кстати, не так уж и много забрал этот капкан. Могло быть и хуже. Вороны. Сколько штук их? Они если толпой сидят, то лучше гранату потратить. Одна. Прям в глаз ее, блядь, как белку. Остальные так чё, где они сидели? Вон одна улетела. Ну тут двоих сразу точно не грохнуть. Здрасте. Интересно, если в полете ты их подстрелишь, это будет как Duck Hunt выглядеть? Так, вот тут я ворону подстрелил. Которая ни хера не выпала. Что стой.
Записи о куклах. Их влияние уже не то, что прежде. Уничтожай кукол, не давай спуску этим аристократам. Я видел только одну маленькую куклу. Это было то, что нужно. А, вот такую. А сколько таких надо замочить кукол? Ну вот, ну да. 16 штук. Вот эта ворона убитая. Мне ничего не дали. О, я слышу знакомый звук бензопилы. Этот злой Бармалей сейчас будет нападать и очень много тратить у нас патронов. По идее, он считается первым боссом в игре, а не здоровенный тролль. Ну ничего, есть дробовик на этот случай. Сейчас мы того самого. Чик. Грязное ожерелье. Оп, продадим. А точно уже в ожерелье ничего нельзя вставлять? Поэтому стоит дешевле, потому что запачкано. Мог бы и почистить где-нибудь. Да, вот он. Давай, дружок, посмотрим, сколько на тебя патронов уйдет. Ох. Угу. Ударить его не получится. В оригинале, ну, можно было в него стрельнуть, а потом ударять. Блядский. Здорово, Вася. Да, взял. Вот, теперь его можно треснуть. Ты хоть чувствуешь боль? Слушай, жирненький. Какой? Давай попробуем. Просто тупо любопытно насчет ног. Вот. Если у тебя на дробаш патронов не хватает, можешь его так захерачить. Тут коленки у него бронированные. Он как из Вентура, кстати. То на одну коленку орет, то на вторую. Тяжело было. Да не очень-то, кстати. Вот, изумруд. Сейчас как мы скрафтим, короче. Вот это дело. Ух ты. Чик. Сколько? 29 косарей эта штука стоит. Ями. Сюда бы еще какой-нибудь запихать, и будет вообще добро. Оно еще что-то вякает, лежит. Ну, наверное, без дробаша его бы было бы чуть-чуть сложнее убивать. Оп. Тоже моя. А они позвякивают. Ты их можешь слышать, кстати. Сокровище с дополненной карты. А где оно-то? Не, ну неплохо. Неплохой ремейк вообще. Я хочу назад вернуться. Что это за сокровище, которое я пропустил так? А, блядь. Короче, я сейчас все походу соберу капканы. Слава богу, они немного занимают. Вот где-то тут сокровище. По прямой. По прямой в этой комнате или нет? Я его даже прошел чуть-чуть. Она где-то позвякивает. Вот она.
Короче, у нас сокровища лежат в каких-то консервных банках. О, сейчас еще скрафтим. У-ху-ху. Сюда. 46 косарей. Бэйби. Подожди. А если мы красный на синий поменяем? Так, это сюда. Это сюда. Это сюда. 2 синих, если захерачить. 39. Нет, надо разнообразие, короче. Не устраивает. Сюда бы желтый запихать было бы вообще с копыт. 46. Yeah. А топ сокровище, где оно? Бля, и тут сколько? Я что-то забыл вообще про эти сокровища. Ну-ка, давай назад вернемся. Тут же нету получасовых загрузок, правильно? Там, где поскрипывает. Так. Да-да-да, как отвечал старина Хэттл. Так а ты еще не пошел, что ли? Так, тогда пошли за первым. Где-то тут было то самое сокровище. Так, направо. Ой, налево. Еще. Еще прямо. Я только сейчас разобрался, где как эти сокровища вообще выглядят. Не то. Мне нужно ниже. Блять, позаныкают, конечно. Вот, тихо-тихо, оно где-то тут. Где скрипит, не могу понять. Кстати, вон это неопознанно летающая деревяшка до сих пор тут болтается. Да, привет, Юлька. Где-то тут. Может, оно выше? О, подожди, я ж тут бабку грохнул. Из нее рубин. Сейчас мы такие брюлики нахерачим. А где вот этот скрип? Подожди, нет, по прямой это сокровище. Блять, не могу врубиться, где его искать. Где-то внизу. Вот тут. Заходим. Так, капканы я уже все пособирал по коленкам. Где? 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 Такое ощущение, что она не прогружена, блядь. Я прям на него смотрю. Прям на него смотрю. Подожди, а может быть в домике оно? Херас два. Это получается отсюда. Повернуться спиной. И оно. Вот оно, суки рваные, где заныкали. Давай. Грязь. А там что? Шпинель. Ну такое себе. Я дольше искал его. Хотя, ну как говорится, копейка рубль, да, бережет. А теперь вот сюда пошли. Не знаю, пока не надоело, будем собирать, короче, сокровища эти. Потом как на толкучке продадим. Как накупим себе пулек. Разных. Вкусных. Так, сейчас отсюда налево.
Пушки и игрушки рифмуют не зря, чужак. Пушки и игрушки. Торгашей тоже, по-моему, с каким-то словом рифмуют. Смотрим. В этой комнате, где-то тут, если закрыть ебальник, то можно прислушаться и услышать, как что-то где-то скрипит. Да. Ну, кстати, озвучка не такая крутая, как Dead Space. Там прям вообще все было слышно. Вот как-то немножко как в общем котле все это дело варится. Подожди, пушки, игрушки. А может быть это в другой комнате все-таки? Может быть где-то тут поскрипывание. Я должен прям смотреть на эту штуку. И чё, и чё, и чё? Не могу врубиться, в этой комнате скрипит или нет. Блять, Леон бы хоть бы мозги не ебал, достал бы фонарь, ёп. Он фонарь только по скриптам достает. Где мой фонарь? Хоть новых врагов не появляется, спасибо вам на это. Может быть в этой комнате? Она ж тут рядышком все. И раз-два. Комната маленькая. Где-то вот в углу это должно быть. Позаныкивай, блядь, потом ищи. Хорошее впечатление. Вот все спрашивают, нормально, как бы. Вот как оригинал был добротным, так и ремейк тоже. Тоже заебись. Короче, хрен его знает, где это, блядь, находится. Она вот где-то скрипит, а я не вижу. Где-то в углу. Без фонаря тут вообще не разберешься. Все, пошли не в пизду, короче, со своими сокровищами. Этому клоуну можно продать. Привет. Я продаю много отличных товаров, чужак. А и графинову впарим Готов тоже. купить И вот ожерелье. почти всё. И Вадя Чужак. спекулянт вообще. О, 78 я тысяч сразу же. щедро заплачу тебе за это. Да, силу... Держи, Да. попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. А эту тоже прокачаем. Удивлен, да? Наше мастерство достойно такой реакции. Все, что есть перед тобой. Да заткни ты, ебальник Скажи свой. врагам баю-бай и уложи их спать прямым попаданием пули в голову издалека. Возьми и это тоже. Бесплатно. Товары со скидкой. Скидки обычно действительны только в рамках одной главы. Гарантирую. Ага. Эти Берешь, деньги короче, отобьются с лихвой. Берешь винтовку, тебе в нагрузку еще прицел дают. Неплохо. Да-да-да. И сколько будет 2 плюс 2? Мы покупаем или продаем? Все твое, чужак. Я, пожалуй, лучше прокачаю вот эту свистульку на убойную О, друг, силу. что может быть приятнее? Держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. Арбалет десятку Тебе стоит. важнее деньги Но схемы для или него жизнь? стоят 6 косарей. Выбор Блять, нож прост. починить стоит 4000. Чем еще По-моему, у них могу какая-то служить? ценовая политика очень странная. Обменять. Мы любим разные травы.
Приходи в любое время. Надо было его меньше говорливым сделать, по-моему. Где мой прицел? Вот он. Вот прицел, давайте мы его купим. Детали, ну, прицел, чего? Вроде поставил. Ну, подешевле, ну, блин, просто тебе дают дефолтный нож. В оригинале просто этот нож никогда не ломался. Сейчас они сделали нож ломким, и чтобы его починить, как бы, это стоит 4000. Но тут же они кухонные ножи маленькие, как для картошки, блядь, раздают тебе просто, я не знаю, чуть ли не пачками. По крайней мере, пока что. Зачем? Ну, точнее, нахуя? По прощению. Так, и давай-ка мы это дело пердолим на быстрый доступ, а то граната тут на таком слоте что-то меня немного это вызывает озабоченность. Так, ну и чё, прицел? Он угарно оружие достает. Альт, масштаб. Ага. И все, да? Мыльненько. Ну ладно. Я уже оттуда пришел. Слава богу, то что я уже капканы все в округе ногами пособирал. Хожу их тут как грибы пинаю просто. Блин, не сюда. Я уже забыл там, на чем остановился с этими сокровищами. Жадность фраера погубит. И если я не ошибаюсь, в оригинале была фишка то, что он мог пинать дверь. Но здесь он пинает двери только чтобы замок открыть. Да-да-да, капканы это классика все собрать. Или он, кстати, астматиком стал. Он чуть-чуть пробежит уже все. Того самого. Я, наверное, вот сколько капканов не встречал, я, наверное, только 2, блядь, не задел где-то так. Вот они, видишь, все собраны. Но они особо не дамажат. Я думаю, если бы на какой-нибудь более серьезной сложности, ну типа там хардкор, тихо, чуть было не было. Я думаю, они тебя высаживают тоже неплохо. Суки рваные, растяжку поставили, ты смотри, блядь. О, я даже здесь капкан собрал. Не, подожди, это я его не делал. Ёбаная бабка, ты нахуя присела-то? Угарно. Короче, получилось как-то, что я долбанул бабку с ноги в рыло, и они попали все, короче, в растяжку, и все подорвались. Вот это забавно. Правда, с кишками что-то я вот не совсем понимаю, что у них происходит. Ну что это такое? Это ленточки просто. Не знаю. О, вот этот я капкан еще не собирал. Давай попробуем так делать. Продолжать. Какие-то расставлены, какие-то нет. Ключ. Можно использовать только один раз. Блин. Хочется и Коля здесь. Дело в том, что в деревне... Кстати, у меня он этот Эшли, когда она появится, она будет очень красивая. Где она? О, пидовочка какая. Ями. Там в деревне... я не могу этот ключ использовать. Там в деревне есть парочку этих сундуков каких-то или что-то такое. Вот туда, наверное, этот ключ можно запихать. Не открыть. Что же? Шли в обход. Тут ночью корова, кстати, на тебя нападает. Это опасно.
Ну-ка проверим на наличие сокровищ. Вот это что? А, это сюжетная херня. Идите к церкви. Ок. Я думаю, будем надеяться, что все-таки там то, что серым отмечено, это не очень ценное сокровище. Ну, типа шпинель, вот этот вот, шпинат, короче. Так, вроде все. Погоди. Сколько раз тюлень сделал пресс? Надо еще, кстати, думать, то, что тюлень не бухает, как ты. Ну, было бы забавно. Бля, мы тут по каким-то кущам ползаем. О, вот он проход. Задний. Слушай, а пожалуй, пока можно и не крафтить патроны для этого, для пистолета. Их и так выдают. Тихо. Дорогая, я дома. И прям все поголовно в одних и тех же эсэсовских плащах ходят. Что за хрень вообще? Десяточку, ну нормально, слушай, он подготовился, по-моему. Неплохо. Кто-то выпендрился перед соседями. Какими, блядь, соседями? Там вообще все раздолбано, я ни одного соседа не видел. Соседями. Открываем обходные пути. По-любому, вот все. Хотя бы свет сюда пустить. Уже лучше. А то хата стопудово не проветривалась. 10 тысяч миллионов лет. Кукуруза, чеснок. А в духовке, бля, я думал, ребенок там запеченный. Коричневое куриное яйцо. Интересно. Одинаково яйца стоят, белые и коричневые тут. О, еще один ключик. Что за фотки? Я-то, блядь, откуда знаю? Интересно, молодой человек. Порох. Ну, давай что-нибудь скрафтим. Хватит? Как не хватает. А сколько у меня? 7 штук пороха. Еще 5 нужно. Еще можно на дробаш себе на это наскрести. Самая крутая категория нулевая. Ой, блядь, дед срет сидит. Твою мать. А ишь-то говорит. Дед, прости. Дед, прости. Я бы тоже, если сидел, гадил, вот так вот кто-нибудь врывается, тут белобрысый американец, я бы был против. Он ушел. Где дедуля? О. Стоит, что-то хрюкает. Ну на. Это было убийство в сортире. Я как Хитман просто. Я сама ночь просто. Ну, ой, у них очко булькает. Кстати, это еще, наверное, совмещенная беда. А баночка стоит не зря. Там бычки. Можно. Можно будет потом как-нибудь докурить. Вон еще банки. Эти, видимо, уже заполнены. И, естественно, ночная ваза. Советского образца. Тут этого Никулина не хватает. Ой, нет, точно. Как же, Вицина. Вицин, который с самого низа горшок обосранный вытягивал. А туалетная бумага, вот все тут захерачено, все грязное, чумазое. Но туалетная бумага чистая. Это хорошо. Вытирай жопу, осторожен будь. Твердая бумага, к травматизму путь. А бычки они, походу, об стенку тушили, кафельную. Вот поэтому он и умер в туалете. Мне наверх или туда? Слушай, не туда. Пресеты. 1 штука.
Ручная граната. Тоже хорошо. Ну как, гранаты стакаются? Ни хера, короче, походу, да? Ни хера они не стакаются. Тут какая-то будет сейчас некая головоломка. Гадалки не ходи. Хрюшка, стакан, корова. Дай-ка угадаю. Они тут все нарисованы на блюдцах. Да? Какая-то кошка, блин. Кошка старая. Здесь тоже кошка. Нет, не на блюдцах. Фишка не в этом. Где-то должен быть кот. Некий. Наконец-то. Плоть от нашей плоти, кровь от нашей крови. Вознесем благодарение и возрадуемся. Ок. А кот-то где? Может, он где-то на фотографиях? Смотри, а то потом в поезд не влезешь. Потому что накушался сильно. Все, пошли на второй этаж. О, это мы, пожалуй, сейчас закрафтим. О, тут как раз уже есть. Мы прям лютую хилку сделаем. Балдеж вообще. Чё? Я ж сцикон. Что такое, значит, сцикону? Туда надо что-то круглое такое, цилиндрической формы запихать. Люди преклонялись перед своим господином и приносили в дар самое ценное, что у них было. Старый фермер принес свой лучший урожай. Худощавый свинопас отдал самого упитанного хряка. Нищая старуха пожертвовала милого сердцу ребенка. Господин увидел эти дары и возрадовался. Короче, чтобы тот замок открыть, нужно ввести свинопаса. А нет, либо урожай, либо свинопас, непонятно. Короче, последний будет по-любому ребенок. Тут хряк, урожай. Скорее так. Урожай, хряк, ребенок. Блядь, где этот? Там этот шифонер стоит. Урожай. Хряк. Блять, на какого-то муравья похож, а не на ребенка. А можно всех посмотреть? Так, все. Хрустальный шарик. Мы будем гадалки с ним ходить или что? Тихо. Что там такое? Да, я жду ремет Silent Hill. О, дедуля проснулся. Это который не досрал, походу. Это все? Или он наш этот какого? Че у нас с левой стороны? Селезенка. У него селезенка покалывает. Патроны десяточка. Балдеж. Подожди. Где вот это вот? Шарик. Кристалл отполированный до идеальной сферы. Внутри виднеются пузырьки воздуха. Слушай, а вот это вот визуальная прикольная загадка. Мы сейчас должны вот этот вот значок Los Illuminados сделать из пузырьков. Корявенько, конечно, но сделать можно. Тут надо на перспективу как-то зырить.
Интересно, они должны как-то в единый слиться? Или так? О, почти. Оно же. Попробуем перед дверью покрутить. Кстати, надо сохраниться. Я думаю, ремейк Silent Hill 2 будет тоже захуенный. Уж что-что, эти ребята подойдут, наверное, к нему. Вот. Это не в инвентаре надо было складывать, а вот прям тут крутить. Чик. Все. Кукусики. Вон тот хер, который самый главный босс. Вот по идее здесь, кстати, по сюжету в оригинальной игре, когда ты вот такую дверь скрываешь, там мужик, который с разными глазами, он тебя выносит, короче говоря, и ты очухиваешься уже прикованный с испанцем где-то в подвале, и у тебя забирают все. Как-то так был. 10 октября. Очень странная погода в последнее время. Пшеницу увяла, коровы отощали. 8 декабря. Видно, что люди голодают, но хотя у нас нет инструментов для работы в поле, приказы владыки Седлера следует выполнять беспрекословно. 30 января. 30 человек умерли от голода, придется заколоть 5 коров. Что-то, до хера, по-моему. Патриархи собрались, чтобы бросить жребий. 6 избранных отправлены к владыке Седлеру. Апрель. Сегодня еще 8. Без даты. Сегодня еще 4. Без даты. Сегодня еще 11. Опять без даты. 2 чужака заблудились и пришли в нашу деревню. Мы отвели их к алтарю для совершения ритуала. Сегодня жребий тянуть не будем. В начале игры подругу Эшли грохнули. Вот эти вот подобные товарищи. Я же говорю, тут они много чего, ну, не прямо много. Что-то оставили прям неизменным, а что-то прям поменяли. Вот. Вот примерно так было в оригинале, только на первом этаже это все происходило. Вот как он мне лося пробил просто солдатского. Твоя кровь приняла дар. Угу. Было дело. Подсаживали ко мне. Ада Вонг. А по-моему не в хлеве, по-моему в квартире это был. Ну Ада Вонг в этот момент точно не было. А тут она вжух. Дал как женщина. Женщина-кошка. Дар. Прям В валькирия. моей крови. Дар в крови. Ну ты же видел то, что тебе вхерачили с этого. Со шприца-то. Давай результат. Зырить. Ага. Все опыт там всех дел. Меткость чуть получше. Врагов на полтос. Понял, принял. Гнездо Кондору-1. Я нашла информацию о Луисе Серре. Похоже, он был научным работником в Амбрелле. В Амбрелле? Зря я выпустил его из мешка. Отправляю подробности. Почитай. Но главная цель — Орленок. Понял. Выдвигаюсь к церкви. Кондор-1, конец связи. Почему они Эшли Орленком называют, мне до сих пор непонятно. Ок. Идите к церкви. Блять, я уже давно так делаю. Видите, что такое? А, вот и проход, наверное.
По-любому короткий путь. Я думал, то, что этот шифонер отодвинется. Угу. Мне нужно... Эшли, туда забраться. Не получится же просто стрельнуть, правильно? Да, это так не работает. Они показали то, что двоим нужно забираться. Ладно. Тут же был короткий путь, правильно? Я дверь открыл, я помню. А, вот. Вот теперь есть. Ой, собаку поймали. Стой, помогаем, помогаем тоже, пёселю. Помогаем пёселю. Это важно. По крайней мере, в оригинале было, да. Он потом этого тролля здоровенного отвлекает. Будь поосторожнее. Дружок. Ну, мудила. Я еще и бежал, да, не туда. Ну точно. И мы сейчас оказываемся, получается, сразу же в деревне. Прям вообще недалеко от церкви. Темновато что-то стало. Пи-пи-пи. Хорошо, хоть они желтой краской пометили те ящики, которые можно разбивать. Так бы можно было бы очень много патронов потратить зря. О, я вижу мужчину. Подожди, а есть же винтовочка. Бля, наверное, уже убежал, да? Да. Был пацан, и нет пацана. Но я все равно, да, я в деревне так и оказываюсь. Я к этой двери подходил. Справа будет телега. Да. Тихо. Опа, Степа. Есть что-нибудь за нее? Нет. А за вот эту? Тоже нихера. А почему? Даже было так, то, что если ты видишь ворону, ты в нее стреляешь, тебе за нее что-то дают. Вот как за вот эту. Где мой лут? Ну вот, так нечестно. Ну, они меняют ландшафт. Собаки? Злые собаки. Валим. Тихо, тихо, тихо. Еще. Еще есть? Блять, они встают. Добей чем-нибудь. Не-не-не, очень долго придется так собак мочить. Давай, Леон, быстрее. Они что, убежать? Мне больше не интересен как мужчина. Вот он. Здрасте. Бля. Хотелось бы их поближе посмотреть. Они мутировавшие же, да, по-любому? Ну да, вон какая пасть. Прикольно. Кстати, есть порох. Кстати. Его все равно не хватает. Еще 2 надо пороха собрать. Понял, принял.
Чик. Мы по-любому скоро еще, кстати, Эшли будем встречать. Ну-ка. Сокровище, вот. Надо вот сюда попасть. Вот сюда никак, потому что Эшли нету. Где-то тут был проход и сундук. О, маленький ключ. Да, балдеж. И мы за это получаем чего? Старинный компас. Это как сокровище, да? Старинный компас, который кто-то бережно хранил на протяжении многих лет. Можно продать торговцу. Ну ладно. Что-то кто-то вот где-то вошкается. Я не могу понять, где они. Попробуем на звук пойти. Неохота просто в замес попадать, как в самом начале ты. Улетаешь просто. У тебя толпа, там 20 человек, которые не заканчиваются вообще. Вот они же где-то рядом. Да, я потом подойду. Где-то был еще один. Вон они. А, где-то был еще один этот какой. Еще одна коробка. В смысле? Вот это нихуя себе. Серьезно? А как так-то, я не понимаю. Блин. Почему было в мужика-то не попасть, я не пойму. Трунь. Где-то тут должна быть коробочка еще одна. Или может быть это в соседнем. Соседней этой какого. Кацы. Бля, ну до мужика вообще не добраться. Они взяли полдеревни, просто перегородили. Тут только наверх забираться. Угу. Стой. Короче, ничего полезного. А двери закрыть, не? Слушай, вон туда, по-моему, можно попасть. Ну-ка, Леон, пни разок. Вот. Здрасте. Аккуратно. Оп. Трунь. Вот, бля, может быть тут где-то? Оп. Куэрпо. Вот так вот. Все. Минус бабка. Нет, не минус. За нее мне дают 400. Херово, что у меня нож сломан. О, а вот в этого я как раз и стрелял. Целых 2 патрона до этого урода ушло. Такое. По сюжету мне сюда. Подожди. Надо пройти, подняться наверх. Вот тут. И отсюда попробовать пройти по крыше еще. Ну, они там бандой по-любому все ходят, но это... А, или нет, никого нету. Туда не пройти никак. Короче, все. Больше тут искать нечего. Все было уже украдено за нас.
О, бабуля. Жалко наш сломал. С дороги. А вот и нож дали сразу же. Опа, а можно туда спрыгнуть? Подожди, ну я должен по факту дверь дернуть сначала. Почему тогда проход можно вниз спуститься? Что это за проход такой? О, я не хочу тут находиться. В смысле, у нас что, нелинейное попадание в эту церковь? Это что-то странно. Не, просто секретка, все в порядке. Кирпичики странные, явно не с этой игры, походу. Ага. И там можно выйти. Очень интересно. Крыс. Пошли, короче, отсюда. И ну и чё, получается, где я окажусь? Ага. Здесь было перегорожено. Но все равно особо далеко не уйдешь. По большому счету круг сделал просто. Но собрал тоже немало. Так, давай в церковь заходим. Чик. Их, по идее, как собак нерезанных должно быть. Точка, я не успел. Бля, только сейчас вспомнил, что да, такие подставы же были, то что там это... Не все эти йогурты одинаково полезны. Один ящик взрываешь, вроде ничего, а во втором кобра какая сидит. Что тут все в тумане? Аккуратно. Материала. У меня пороха не хватает. Бля, ну до сих пор эта змея за мной бегает. Где он? Крепко спи, набирайся сил, наше милое дитя. Ты расти, а мамы новые штанишки сошьют тебе. В день, съедая 7 центнеров пшеницы и полбыка, перерос ты колыбель, позабыв уют. Крепко спи, набирайся сил, наше милое дитя, ради братьев и сестер, которых больше нет. Если это стихи, то это плохо. Ну, это вот череп здоровенного вот этого гоблина. Рядом с ним какие-то еще черепа. Вот такой комнаты точно в оригинале не было, кстати. Опа. Прой. Опа, патроны. Кстати, тут же скрипт-то непроста. Где-то тут, вот она. Тут надо четко еще слушать. Можно местами пропустить. Сокровища. Раньше их визуально можно было пропустить, а сейчас еще на слух, короче. А, нихуя не понял, но ты, брат, взял меня за душу. Совет торговца. Разумный выбор. Надоело, что у тебя вечно заканчиваются патроны. У меня есть для тебя кое-что. Арбалет. Отличная штука, дружище. Его стрелы можно подбирать и использовать снова. Ты будешь стрелять вечно. Не забудь прикупить схему для стрел. Тогда ты сможешь переделать лишние ножи в стрелы. Ты навеки забудешь о нехватке патронов. И это еще не все. К стрелам можно присоединить прикрепляемые мины.
Превращение арбалет в крутой миномет. Если попадешь такой стрелой во врага, она сразу взорвется. А если в стену или пол, то установишь неконтактную мину. Стрелу ты при этом потеряешь, но она того стоит. Короче, у тебя, получается, сделали ломкий нож, но тем самым тебе добавили арбалет, который позволяет... Тебе понравятся мои товары. Да, хорошо. Который позволяет забирать стрелы. Но стрелы единственное, то... Да, как Рэмбо. Единственное, что стрелы ты можешь крафтить с этих, как его... С маленьких ножей. Так что тут, типа, сам решаешь. Либо ты этот нож используешь по стелсу, либо потом вытаскиваешь и просто стреляешь как хочешь. Охота на гадюк. Мой добрый друг серьезно заболел, я хочу угостить его вкусным обедом из гадюк, пока он еще жив. Призываю на помощь. Продать 3 гадюк, нет данных. А, вообще в целом, да, 3 змеи, короче, надо грохнуть. Ну, одну я, кажется, знаю, где она. Где-то она тут за мной бегала. Вот она, сучка. А чё ее не засчитали? А, вот, ее собрать прям надо. Ты смотри-ка. Забираю мне. 4 штуки надо найти где-то. Я тоже хочу змею. Но главное, чтобы не опасно. Но это без какого. Это задание, в принципе, везде будет работать. Потом как-нибудь насобираем. Главное не забыть, что 4 змеюк надо грохнуть. Пушки и игрушки рифмуют не зря, чужак. Не знаю, мне он больше нравился, когда он говорил «Welcome». Привет, чужак. Ну, как-нибудь поиграю в Metal Gear. Привет. Есть кое-что новое, чужак. Ага. Подожди. У меня тут есть, во-первых, компас. Вот этот самоцвет. купить Рубины мы, почти пожалуй, всё. оставим. Гадюка вот помечена то, что она... То, что она квестовая. Где-то у меня тут есть вот граната. И яйцо не нужно. 2 штуки. Все. Остальное оставляем. Спасибо. 30 тысяч. Покупаем арбалет. Раз уж у меня, тем более спецпредложение. Они до этого, сволочи, что делали? Попробуй-ка новое оружие, чужак. Мгм. Вдруг оно Они до этого за спасет 12 тебе косарей его продавали. жизнь. Чтобы пострелять из этого, нужны не только деньги, но и смелость. Не, сейчас будем уже закругляться. И давай стрелы, короче. Рецепт, Знание короче, сила. для стрел. Помни это, друг. Что, это все? Да-да. Можно, как вариант, еще арбалет улучшить. Да, тем более это недорого. Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Боезапас. Удивлен, да? Наше мастерство достойно такой реакции. Мгм. У меня еще вон этих 6 штук шпинелей. Обменять. Не. Ну, карта сокровищ у Мы меня уже была. любим разные травы. Они и лечат, и калечат. Они могут все. Можно, конечно, вот эти рубины, сапфиры попродавать, но я лучше их Нам все запихаю равно, куда-нибудь. рубины или рванина, разница лишь в цене, которую мы Мгм. назначаем. Чем есть доброго пути. Так, и давай, короче, мы этот арбалет на быстрый доступ поставим. Тихо. Вместо гранаты, кстати. Я вот редко гранатами пользуюсь, как обычно. А, змея. А ее мы в хранилище забахаем. Использовать? А куда я ее использую? Ничего не понимаю. Ладно, хрен бы с ним. Давай посмотрим, как работают эти арбалеты. Прикрепить мину можно к нему. Погоди. Крафт. Вот, стрелы.
Угу. Вот из чего они делаются. Нож и особый материал, да? Я понял. Да давай одну сделаем, чё ж нет. А вторую? И вторую сделаю. Мне кажется, не часто получится вытаскивать эти стрелы из врагов. Они там, как обычно, будут там теряться где-нибудь в текстурах там и так далее. Пойдем один раз. Ой. Я еще сохраниться-то забыл. Ладно, потом там сохранюсь. Давай как-нибудь попробуем грохнуть с арбалета. Будем закругляться. Церковь. Всех ворон Добрался. распугал. О, мужик, здрасте. Угу. 2 стрелы примерно, да, на него надо? Урах. Ну да. Да, примерно. Все так и работает. Понял, принял. Всё, возвращаемся, сохраняемся. Потом продолжим. Ну, неплохо. Арбалет тоже штука хорошая. Пушки и игрушки рифмуют не зря. Бля, заткните кто-нибудь этого дебила. Ладно, будем на этом закругляться. Вам спасибо за просмотр. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, лайки ставьте, комментарии пишите. Все, как хотите. Все, давайте, всем удачи, пока.